Запускаем трансляцию. Все, здравствуйте. Хочу еще раз представиться. Меня зовут Андрей Дуйко. Я очень рад вас всех видеть. Хочу сегодня сказать вам, что трансляция сделана специально для того, чтобы я имел возможность рассказать о своих препаратах компании «Тибетская формула», БАДах, которые корректируют состояние или жизненные процессы человека. Поэтому давайте не будем сегодня писать писем, кто меня первый раз видит. Этот человек бубнит чепуху и там продает свои препараты. Давайте сделаем так. Давайте тем, кому это необходимо, остается, кому это не нужно, просто не смотрит это видео и так далее. Ну что, вы, наверное, уже заметили, что когда у вас прошел Новый год, то появились плохие внутренние состояния. Какие это плохие внутренние состояния? Это в вечернее время поднимается температура. Второе, появляется бессонница. Третье, начинает болеть суставы, а также болят нижние конечности, особенно голеностоп, особенно коленные суставы, тазобедренные суставы. Вы, наверное, начали замечать, как вы начали покашливать, а также начали замечать чуть-чуть усталость общую, которая никуда не меняется, тошноту и так далее. С чем это связано? Итак, это связано с проблемой, которая каждый год в одно и то же время появляется. Эта проблема называется объедание в ночное время. Я, как говорил раньше, я еще хочу рассказать. Вечер – это время, когда необходимо кушать очень легкую пищу. Вечер – это время употребления пищи, в которой большое количество углеводов, причем очень легко усваиваемых. Какие это углеводы? Это салаты. Салаты обязательно должны быть кислые, с уксусом или с лимонным соком. В случае, если человек на ночь объедается жирной пищей, то у него обязательно в дневное время на следующий день будет подниматься сахар или будет подниматься глюкоза. Также он будет обязательно чувствовать то, что чувствует человек с сахарным диабетом. Именно поэтому я могу сказать, что сейчас практически у всех людей, которые весело и хорошо праздновали Новый год, произошло тотальное закисление организма, которое связано с тем, что выделились в большом количестве такие вещества, как липопротеиды высокой и низкой плотности, холестерины. Это все приводит к тому, что происходит закисление крови. У человека не хватает кислорода, также не формируется, гликолиз, глюкозы, и после этого появляется молочная кислота, которая не делится на пировиноградную, происходит накопление пируват-киназы и так далее. То есть это все приводит к тотальному закислению организма. Что же необходимо делать и какие мои рекомендации? Я считаю, что одним из самых лучших видов сейчас приведения себя в порядок – это возможность употребления кислой пищи. Я считаю, что после того, когда человек переупотреблял в большом количестве пищу, ему необходимо делать разгрузочные дни в этих разгрузках, особенно в вечернее время. То есть, когда начинает вечернее время или наступает вечернее время после 8 вечера, и у вас осталась еда, которую вы еще не доели, или вам хочется далее продолжать делать этот праздник, то вам необходимо вот что. Вы должны начинать с салатов. Какие салаты я рекомендую? Помидоры, капуста, квашеная капуста, кислые помидоры, без майонезов, с лимонным соком. После того, когда вы едите такую пищу, обязательно введите в рацион питания рис, гречневую кашу. Если вам очень хочется мясной пищи, делайте так, чтобы было много подливы. В подливу обязательно добавляйте карри, специю. Также добавляйте, можно сливки заменить кокосовым молоком, можно заменить жиры и жарить в собственном соку или добавлять просто водичку кипяченую, менее использовать бульоны, то есть разгружайте себя. Также я рекомендую использовать в обеденное время, употреблять соки и молочную пищу. И среди молочной пищи я рекомендую употреблять творог, а также йогурт, если у вас продается такой, чтобы было в нем, не было отдушки и не было глюкозы. Жанет спрашивает. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо. Скажите, пожалуйста, насколько эффективен ваш крем для увеличения груди? Существуют ли методы безоперационно увеличить грудь?
Крем для увеличения груди позволяет женщине не просто улучшить состояние или упругость груди, а также увеличить ее, а также при этом еще скорректировать или скоррелировать общий вес женщины. Дело в том, что во время того, когда женщина использует данный крем, то у нее формируется и правильно вырабатывается процесс овуляции. Нормализуется цикл месячных, также дополнительно увеличивается количество эстрадиолов и прогестеронов, которые должны выделяться. Это все приводит к тому, что не только грудь увеличивается, а женщина дополнительно еще и худеет. Также общее состояние груди становится очень заметно лучше. Очень рекомендую не только тем, у кого очень маленькая грудь, а еще и тем женщинам, у кого есть проблемы лишнего веса, а также такие заболевания, как мастопатия и так далее. Ребенку 6 лет. С рождения поставлен диагноз цитомегаловирусная инфекция. Носочки постоянно влажные. Когда ложится спать, подушка мокрая, меняет 2-3 раза на ночь. Что нужно пропить из препаратов ТФ? Я рекомендую принимать сейчас из препаратов ТФ. Первый препарат – это препарат Гемартан. Второй препарат – это Гемартан будет производить очищение крови. Препарат ГВИ будет убирать герпевирусную инфекцию, к классу, которой относится инфекция цитомегаловирус или вирус. Также очень рекомендую принимать препарат нашей компании, новый препарат «Маточное молочко». Вообще могу сказать вам, что препарат «Маточное молочко» необычен. Дело в том, что это мощнейший антиоксидант, вещество, которое снижает холестерин, вещество, которое очень хорошо действует на слизистую оболочку пищевода и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вылечивает такие заболевания, как язва двенадцатиперстного кишечника. Очень рекомендую. Поэтому ребеночку рекомендую попринимать препарат Гемартан, очищающий кровь, препарат «Маточное молочко» и препарат ГВИ. Также одно из лучших веществ, которые помогают избавиться от цитомегаловируса, а также заболеваний Эпштейна-Барра и вообще заболеваний герпевирусной инфекции, это препараты с высоким содержанием германия. Продолжаем. У мамы диагноз панкреонекроз. 1,5 месяца назад удалили желчный пузырь с камнями. Очень медленно восстанавливается. Начала пить продукцию ТФ, очищение, восстановление печени. Начались почечные колики. Приступ еле сняли. Подскажите, что из ТФ можно попить, чтобы вывести из послеоперационного состояния? Необходимо принимать препарат Панкрисорб. Несмотря ни на что, даже после такой операции необходимо принимать препарат Панкрисорб по 1 таблетке 3 раза в день, а также препарат Манкулит. Кстати, я забыл сегодня сказать. Холестерин – это то, что сейчас очень поднимается у людей, потому что прошли такие праздники. Естественно, после праздников появляются панкреохолециститы, панкреатиты, заболевания двенадцатиперстного кишечника, растет глюкоза. Но если более глубоко рассмотреть процесс, который проходил у вас в послепраздничный период, то можно обратить внимание, холестерин – это жиры, липопротеиды – это липиды, которые находятся тоже в крови. Это все приводит к тому, что количество или кислотность крови очень увеличивается. Повлиять на кислотность крови можно исключительно 2 элементами. Первый элемент – это натрий, и второй элемент – это калий. У нас в нашей компании есть великолепный препарат. Если у вас высокий холестерин, высокая кислотность крови, и вы чувствуете недомогание, те недомогания, которых у вас не было до праздников, и они появились после праздников, я рекомендую использовать наш препарат, который называется Дипоксал. 1 чайная ложка на 1 стакан воды, желательно его принимать в вечернее время. Евгения 2 минуты назад спрашивает. Здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, что из ТФ нужно принимать при парезе правой ноги после инсульта? После инсульта рекомендую принимать следующий ряд препаратов. В нашей компании есть препарат антипорезин, препарат здоровые сосуды, антипорезин и децепин. Децепин, антипорезин, здоровые сосуды. Хочу сегодня представить наш новый сайт. Наш новый сайт называется aduiko.com.
на этом сайте внизу с правой стороны есть кнопочка «Связаться с оператором». Поэтому в случае, если у вас появляются трудности, вы не можете приобрести препарат, вам необходимо написать в Instagram или нажать на вот эту кнопочку, которая внизу на сайте, и после этого связаться с оператором, который очень быстро отвечает, и он вам может помочь и выбрать препарат, а также может помочь правильно оформить заказ. Здравствуйте, муж начал пить Сирантал, появилась изжога. Что делать? Продолжать пить или можно заменить? В случае, если Сирантал приводит к тому, что есть изжога, это говорит о том, что у человека есть аллергическая реакция на какой-то из компонентов, который находится в Сирантале. Могу сказать, что нужно делать. Нужно отменить на несколько дней препарат и после этого вновь его ввести. А также препарат применять не до употребления пищи, а после употребления пищи. Скажите, я ответил на вопрос по инсультам? Ответил. Андрей Андреевич, как правильно пить уролиз для очищения почек? Я считаю, что уролиз необходимо принимать вместе с препаратом манкулит. В чем отличие данных препаратов? Препарат манкулит убирает оксалаты из крови, а препарат уролиз помогает убрать кальциево-фосфорные соединения, которые находятся в почках. Также, когда человек начинает работать со своими почками, он должен знать, что он должен максимально убрать жирную пищу из рациона питания, а также должен убрать практически полностью глюкозу, которая может быть в питании. Вообще хочу вам посоветовать, хотя я не являюсь все-таки сторонником голодания, хочу вам посоветовать 7 или 10-дневный курс сыроедения. То есть старайтесь 10 дней по чуть-чуть вводить в рацион питания как можно больше сырых фруктов и сырых овощей. При этом я рекомендую использовать фрукты все-таки менее сладкие. То есть я противник манго, я за авокадо, за буряк, капусту и так далее. То есть сторонник все-таки овощей. Сыну 13 лет, грызет ногти с 5 лет после стресса. Сам не рад уже. Что делать и какие препараты принимать? Может, для укрепления ногтей. Заболевание, когда человек начинает грызть ногти, специфическое. И специфически оно относится к заболеваниям, связанным с нарушениями психической деятельности. Для того, чтобы человек не грыз ногти, а также не грыз губы, все это является элементами абсансов или, как ни странно, скрытой судорожной активностью коры головного мозга. Такую активность можно уменьшить в случае, если человеку давать препарат нашей компании Magnum Cit 300 по 1 чайной ложке 3 раза в день, а также препарат золото по 1 чайной ложке 3 раза в день, а также давать препарат, который называется у нас эстенервы, который связан с неврологическими заболеваниями. Если все-таки продолжает грызть, то можно на ночь давать 1 таблетку препарата Morbus Stop. Извините. Ага. Что делать? Какие препараты может помочь для укрепления ногтей? Они совсем мягкие и тонкие. Очень рекомендую принимать наш препарат Volosatix и применять его с препаратом Kaolin. 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. То же самое с Volosatix. Мама лежит уже 9 месяцев, сильно опухли ноги. Что нужно сделать? Когда у мамы, которая прикована к постели, очень опухают ноги, то появляется ряд еще дополнительных проблем. Какой осмотр делать все-таки прикованному к постели больному и что необходимо делать для того, чтобы у больного не появлялись пролежни, а также не отекали руки и ноги. Когда начинают отекать руки и ноги, это говорит о том, что большой круг кровообращения уменьшается и переходит деятельность сердечная на малый круг кровообращения. Это в дальнейшем может вызвать ишемическое заболевание сердца, сердечную астму, потенциальный кашель, в дальнейшем, в зависимости от степени тяжести, тяжелейшие последствия. Что нужно делать? Нужно стимулировать работу сердца. Каким образом? Это свежий воздух, это глубокие вдохи и выдохи через таблетку валидола.
в это время я могу посоветовать такому человеку принимать наш препарат железа, а также железо по 1 чайной ложке 2 раза в день, а также препарат компании «Тибетская формула» Презус Монтесин, который стимулирует деятельность сердца. Также в случае, если у человека появляются пролежни на теле, я рекомендую такого человека ложить на матрас надувной, тогда пролежни не появляются. Очень-очень рекомендую ложить даже тоненький надувной матрас, тогда с пролежнями все вопросы мгновенно, практически очень быстро решаются. Также очень рекомендую убирать проблемы лишнего веса, а также убирать проблемы, связанные с высоким холестерином, введя в рацион питания супы, в которых есть фасоль и в которых есть горох, а также использовать горохово-луковую похлебку или фасолево-луковую похлебку. Можно с чесноком, но только без томатной пасты. Таким образом, у человека может снизиться холестерин, причем очень быстро. Сварили фасоль, сделали из фасоли пюре, добавили лимон, обжарили лук, добавили лук по вкусу. И вот такой паштет можно намазывать, а также использовать его в пищу. Это очень снижает холестерин. Анатолий Зерчук. Здравствуйте. При лечении вальгуса, проблемы суставов нижних конечностей, я понял, что такое, ребенку 12 лет, какие препараты ТФ могут быть рекомендованы? Могу порекомендовать препараты Манкулит и Уралис. Манкулит и Уралис по 1 чайной ложке 2 раза в день. Рекомендую использовать препарат Подагрин еще в таблетках по 1 таблетке 2 раза в день. По идее, вальгус должен исчезнуть. Сам вальгус можно смазывать либо мазью Насья, либо золотым бальзамом Дуйко. Делать это необходимо в ночное время. Крем для увеличения груди рекомендуется до какого возраста? И он рекомендуется до любого возраста, в случае, если есть еще овуляция, в случае, если уже период климактерический, то я рекомендую его все-таки не использовать. Скажите, пожалуйста, ребенку 4 года 9 месяцев, что из ТФ добавить в рацион питания? Я считаю, что таким детям необходимо принимать препарат Мнемонорм. Дети становятся более сконцентрированы. Обязательно из-за того, что такие детки находятся в бесконечном стрессе, я рекомендую использовать препарат Magnum Cit 300, давать по 1 чайной ложке 3 раза в день. Также использовать маточное молочко, так как маточное молочко – это уникальный препарат из маточного молочка, который помогает ребенку улучшить иммунитет, очистить кровь, является еще и мощнейшим противовирусным препаратом, иммуностимулирующим, антиоксидантным, ярко выраженным профилактическим препаратом, который убирает заболевания и вирусы ангины, простуды, а также имеет ярко выраженную антипаразитарную функцию. Великолепный препарат убирает в раннем возрасте гастриты, гастродуодениты, вызванные нервными состояниями и переживаниями. Magnum Cit, маточное молочко. Что делать? Очень удобно использовать препарат Magnum Cit. Он имеет вкус апельсина, на вкус сладкий. Дети с удовольствием его принимают. Можно набирать в шприц, который продается в ибупрофене или панадоле. И после этого там 5 или 10 кубиков просто любому ребенку можно в ротик наливать. Это очень нравится детям, они потом привыкают, плохо не относятся к этому, очень с легкостью пьют этот препарат. Но вы просто увидите, ваш ребенок становится мягким, ровным, сосредоточенным, приятным, послушным и так далее. То есть если ребенок мнительный, ребенок импульсивный, ребенок не может отдыхать, то есть ребенок либо занят, либо создает очень много движений, то вам необходим препарат Magnum Cit. Это говорит о том, что ваш ребенок из-за эмоций или из-за особенностей психической деятельности очень растрачивает магний, и ему этот магний необходим. Я рекомендую все-таки Magnum Cit 300 более, чем магний D3, хотя такой препарат в нашей компании тоже имеет место быть. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У мужа немеет большой палец левой ноги. Что посоветуете? Посоветую 2 препарата. Вертебралис и препарат нашей компании, холестеростапин.
Андрей Андреевич, по вашему мнению, существуют совы и жаворонки? Что значит, если вечером активность больше, чем днем и утром? Вся наша активность целиком связана с тем, что у человека в вечернее время повышающая активность говорит о том, что он перенес продукты питания и вечером ест более калорийную пищу, чем утром. Если вы хотите, чтобы у вас активность в вечернее время не была такой ярко выраженной, то вам необходимо утром, это выглядит, наверное, чуть-чуть смешно, но всю пищу, которую вы съедаете вечером, вы ее должны перенести на утреннее время. Утром кушайте то, что вы кушаете вечером, а вечером кушайте то, что вы кушаете утром. Если вы проснулись утром и вам не хочется кушать, это говорит о том, что вечером вам кушать не нужно. Вот себя необходимо переучить. Дело в том, что если человек будет объедаться по ночам, то в дальнейшем он плавно переносит свое состояние бодрствования на ночное время. Конечно, когда вы на ночь покушали очень хорошо, то после этого появляется заряд энергии, хочется чем-то заниматься, что-то делать и так далее. Ну, бывает и так. Я считаю, что данное поведение диктует еще и социум, потому что социум забирает у человека практически все свободное время. То есть утром работа, после этого обед работа, вечер работа, потом человек приходит домой, ему хочется заниматься семьей, а как известно, времени вечернего мало для того, чтобы заниматься семьей, и хочется все-таки его продлить. Поэтому обычно те люди, которые очень хорошо относятся к семье или обожают свою семью, они вынуждены увеличивать количество посвященной семье времени. Бывает и так. Гульминра спрашивает: Андрей Андреевич, а может препарат Тутус поднимать давление? Да, препарат Тутус может поднимать давление, но не стоит этого бояться. Просто принимайте препарат Тутус в утреннее время и не принимайте его в течение дня. Сильный налет на языке и трещины. Какими препаратами лечить грибы в крови? Смотрите, здесь 3 разных вопроса. Давайте рассмотрим его постепенно. Итак, сильный налет на языке. Это говорит о неправильном количестве бактерий, которые находятся в кишечнике. Я рекомендую использовать новый препарат нашей компании, который называется Лизоцим. Мы его только выпустили. Данный препарат может улучшить бактериальное состояние вашего кишечника, является мощнейшим антисептическим препаратом. В случае, если у вас есть злокачественная микрофлора, стафилококк, стриптококк в кишечнике, анаэробные инфекции кишечника, я рекомендую использовать препарат Лизоцим. Препарат Лизоцим имеет ярко выраженное противогнилостное действие. В случае, если изо рта плохо пахнет, а также постоянно есть отрыжка, а также ощущение плохого запаха и налет на языке, рекомендую использовать препарат Лизоцим. Также рекомендую использовать препарат Лизоцим, если появляется запах из носоглотки, гайморит. Рассасывать этот препарат можно. Лизоцим, который находится в составе данного препарата, имеет ярко выраженное антисептическое, антибактериальное и противогнилостное действие. Итак, препарат Лизоцим, потрясающий препарат, который устраняет и очень быстро убирает грампозитивные бактерии в человеческом организме. Второй вопрос. Значит, вопрос был задан как, что делать, если появляется белый налет и трещины на языке. Трещины на языке являются симптоматическим синдромом гастродуоденального рефлюкса или даже ложного крупа пищевода. Это говорит о том, что соляная кислота, которая вырабатывается в желудке, а также ферменты поджелудочной железы трипсин, вбрасываются в пищевод и в дальнейшем проникают каким-то образом в ротовую полость, что в дальнейшем приводит к инфицированию, бактериологическому инфицированию носоглотки. Естественно, в этот момент вам может помочь препарат, который у нас называется «Здоровый желудок». Я очень рекомендую его принимать. Также здоровый желудок, Лизоцим и маточное молочко, которое очень эффективно и очень быстро устраняет как раз бактериальные проблемы, которые есть в кишечнике. Также я рекомендую использовать препарат «Здоровый желудок». И третье, значит, у нас был белый язык. Белый язык может быть следствием плохо работающей поджелудочной железы и панкреатита. Поэтому рекомендую еще использовать препарат Панкресорб.
И там последний вопрос, уже не помню, что она там хотела. Маме 64 года, болеет, одышка, отеки, запоры. Ставят разные диагнозы: панкреас, некроз, цирроз, гепатит С, плеврит, ацидоз брюшной полости. Лечение не помогает. Какие препараты ТФ могут помочь? С чего начать? Итак, с чего необходимо начать? Вы должны начать с того, что вы должны маму посадить на большое количество овощей. То есть начинайте давать маме большое количество овощей. Садите ее на винегрет и рис. Вы тем самым будете маму разгружать. Я прямо очень советую это делать. Итак, уберите все из рациона питания. Посадите маму на винегрет, рис. При этом рис отстаивается, после этого его вымывайте, после этого сварите, добавьте несколько ложек подсолнечного или любого другого масла. Оливковое, наверное, не подходит особо. После этого обязательно введите в рацион питания какие-либо горькие соки. Я рекомендую для вашей мамы, в случае, если она не принимает препараты для лечения заболеваний сердца, я рекомендую принимать грейпфрутовый сок. А в случае, если у нее все-таки есть заболевание сердца, то можно его заменить апельсиновым соком, можно даже магазином. Итак, маме не сладкие. Можно сделать лимонад в домашнем. Вообще очень хорошо помогут сухофрукты. Итак, давайте придумаем курс разгрузки для вашей мамы. Этот курс разгрузки — это винегрет, дальше творог в обед, кислая капуста в обед. И вечером каша. Для нее очень хорошо подойдут каши. Ячневая, липкая такая кашка, овсяная, дальше гречневая. Людям с повышенным весом очень подходит пшеная каша, так как пшеная каша, она, как известно, очень снижает холестерин. Также очень хорошо подходят кашки в вечернее время, их необходимо кушать. Также подходит кашка, особо хорошо подходит рисовая. Не нужно бояться, что у нее запоры. Если ей начать на ночь давать пригоршню изюма или пригоршню кураги, а утро начинать с кусочка небольшого красной рыбы или даже щепотки соли на язычок, то это уберет у нее естественным путем вот эти запоры. Чем же маме помогать и что может быть для нее началом в нашей компании? Ей необходим препарат Прокшалан. Препарат Прокшалан будет стимулировать работу ее кишечника. Также необходим препарат антиоксидант какой-нибудь. У нас есть Хабл, можно дать ей Хабл. Это уберет у нее давление. Также я рекомендую маме давать манкулит и уралис по одной чайной ложке одного и другого препарата на стакан воды. Также препарат Дипоксал, 1 чайную ложку, это будет снижать ее холестерин в крови. А также препарат ГЛ Норм, чтобы хоть как-то снизить у нее глюкозу в крови. Также я рекомендую маме обязательно выходить на улицу, но не изменив рацион питания и не успокоив маму. Кстати, для того, чтобы ее успокоить, нужно ей давать препарат Magnum Cit 300 нашей компании по чайной ложке 2 или 3 раза в день. Здравствуйте, а сетевой бизнес компании ТФ закрыт, больше нельзя регистрировать людей. Да, я закрыл с сегодняшнего дня и об этом предупреждал, что я с 12 числа закрою сетевой бизнес компании «Тибетская формула». Я хочу извиниться, наверное, перед теми людьми, кто не успел вывести свои деньги. Естественно, если там вопросы эти до сих пор существуют, можно обратиться, я, конечно же, этот вопрос закрою. Наша компания, она перестала работать как сетевая компания, но у нас формируются хорошие проценты тем людям, которые в дальнейшем просто хотят приобретать препараты. То есть вы можете обратиться в центр или службу поддержки на сайте aduiko.com и обратиться с вопросом, на какую сумму необходимо приобрести препараты, чтобы получить скидку и в дальнейшем заниматься их реализацией. Мы переходим в совершенно другой формат бизнеса. Это формат потребителей и формат оптовых продаж. Дело в том, что сама система сетевого бизнеса, она у нас получилась, но я считаю, что не очень
не очень, возможно, корректное действие некоторых людей, которые начали в этом сетевом бизнесе заниматься мошенничеством, привело меня к тому, что я вынужден в данном случае закрыть сетевой бизнес компании «Тибетская формула». Я объясню или договорю, что за мошенничество начало происходить. Те люди, которые начали заниматься сетевым бизнесом и отдельно открыли свои офисы, они начали продавать препараты компании «Тибетская формула», вскрывая крышки, рассыпая данные препараты по кулечкам, заменяя данные препараты препаратами не нашей компании, разливая жидкие препараты, непонятно в какие там баночки. То есть это все начало создавать плохую репутацию нашей компании, после чего я пошел на такой вот, для меня, может быть, не очень популярный шаг, нетолерантный, и я закрыл сетевой бизнес. Ну, могу сказать, что от этого никто не пострадал. На протяжении этих месяцев были выплачены все абсолютно деньги, которые хотели люди вывести. Я никого не обманул, вышел очень достойно из этой всей системы. Поэтому, если вы хотите кого-то подписывать, то вы не заработаете на этом. В случае, если вы хотите заработать, вы можете приобрести препараты и попробовать их продать. В случае, если вы хотите так сделать, там у нас есть проценты, пробуйте делать. Ответьте, что принимать при ректоцеле и можно ли без операции обойтись? У тети 8 лет, 8 лет ректоцели. И мальчик 6 лет при прогулках очень часто просится в туалет. Это нервное? Нет, это не нервное. Если ребенок просится очень часто в туалет, это говорит о почечной недостаточности. Очень рекомендую препарат нашей компании Ревилака и препарат Ренокс. По одной таблетке 2 раза в день. Также цистонорм, потому что это может быть заболеваниями цистита. Также ректоцели. В случае, если у женщины ректоцели, я очень рекомендую использовать наш препарат, как называется у нас, для спринцевания. Эмбриофемина. Делать спринцевание, серьезно, делать спринцевание 1 чайная ложка на стакан воды и ректальной, и вагинальной. Это уберет ректоцели. Давай. Вот так они выглядят. Мужской и женский. Можно и тем пробовать пользоваться. Очень хороший эффект. Вообще препарат ректоцели, препарат эмбриофемина, это препарат, который сделан из эмбриональных клеток, который может убрать или омолодить и внешнюю, и внутреннюю структуру мочеполовой системы, половых органов. Улучшить тонус вагинальный, убрать выпадение матки, улучшить тонус половых органов. Очень рекомендую. Мужчины делают 1 чайная ложка на стакан воды микроклизмы ректально, женщины делают и вагинальные, и ректально микроклизмы. Так. Ой, у нас есть даже в Фейсбуке трансляция. Сейчас я выключу трансляцию в Одноклассниках, потому что она у нас не запустилась. Немножечко переключусь вот так. И отвечу на вопросы, которые пишут люди в Фейсбуке. Рима Чернова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня сустав на левой руке, на ладошке опухло и сильные боли. Сказали артрит. Начинается. Начала пить таблетки диклофенак. Легче стало на сегодня, но сегодня хуже. Пожалуйста, порекомендуйте, что из ваших препаратов можно использовать при лечении. Я очень рекомендую использовать золотой бальзам. Наносите золотой бальзам и одевайте перчаточку на ночь. Также очень рекомендую использовать наши препараты. Артрикс, да, Оксана? Артридикс. Также у нас есть гель такой, он как раз для зимнего времени, этот гель называется гель для суставов эмбриональный. Эмбриоартрозамин. Также рекомендую использовать артраминовый спрей. Он тоже очень быстро и очень эффективно убирает артритные боли. Вот так выглядит у нас спрей с пульверизатором, восстанавливающий эмбриональный гель для суставов. Вот я его выдавлю. Здесь выдавливается очень красивая, как водичка, гель.
Вот так вот смазывается суставчик, и после этого суставчик на протяжении 1-2 дней полностью перестает болеть. Артриты – это очень частое распространенное заболевание. В зимнее время все в порядке. Не стоит бояться свои заболевания. Но я хочу вам сказать, что диклофенак, скорее всего, вам не поможет. Назначение врача недостаточно верно. Вам очень поможет нестероидный, негормональный противовоспалительный препарат мелоксикам. Можете использовать его. Также есть аналоги мелоксикама, это Мавалис, ну их очень много. Диклофенак не очень хорошо. Добрый день, Андрей Андреевич. 7 месяцев ребенку не проходит тремор рук и стал мотать головой. Что можно предпринять? На коже у малыша пятна розовые, потом корочкой берутся. Чем можно полечить? Если у ребенка не проходит тремор рук и ребенок вот так мотыляет головой, это говорит о сосудистом стенозе. Я считаю, что не нужно в данном случае заниматься все-таки самолечением. Нужно обязательно обратиться к врачу. Я считаю, что педиатр должен поставить диагноз. Дело в том, что я, к сожалению, мог бы посоветовать, но не могу этого сделать, к сожалению, потому что для того, чтобы поставить правильный диагноз, нужно осмотреть ребенка, а также попробовать сделать или попробовать все-таки поставить какой-либо диагноз. А по поводу корочек могу сказать, что делать. Когда у детей в 7 месяцев появляются корочки на теле, это говорит о том, что у ребенка есть диатез. Диатез, по моему мнению, является следствием недостаточности натрия или хлоридов в организме человека. Я считаю, что такого ребеночка нужно поить смесью растений череда с крапивой по 1 столовой ложке одного и другого в смеси, заваривать 1 чайная ложка на стакан воды и давать такому ребеночку обязательно красную икру, а также красную рыбку, лосось, семгу. Могу сказать, что в моей семье была такая же ситуация, когда у нас родилась Аня. Она очень реагировала на любое питание, у нее были вот такие сыпи на теле. Мы начали вводить в рацион питания красную икру, а также я начал давать лосось маринованный, и оно благополучно у нас за несколько дней сошло. Вчера девочка написала мне письмо, я обязался, вернее, пообещал его сегодня рассмотреть прямо во время этого вебинара. Она у меня спрашивает, подарили детки на Новый год ребенку котика. И ребенок начал играться котиком. И за 7 дней до вот вчерашнего числа обнаружили, что все дети в семье, а их 3, 2 мальчиков и 1 девочка, а также муж имеет красный лишай. Поэтому это говорит о том, что котика взяли все-таки с лишаем, и ребенок или котик начал всех заражать этим лишаем. Стригущий лишай, при этом у девочки волосы очень длинные, такие там километровые. И появился вопрос, Андрей Андреевич, чем же убирать лишай стригущий, что вы можете посоветовать? Могу посоветовать народный способ использования табачного пепла. Когда вы курите сигареты или курят ваши родные, пусть пепел не сбрасывают. Вот такой пепел лучше всего смешать, как не жестоко это звучит, с мочой обыкновенной, или же с водой, если противно с мочой. И после этого тампончиком смазывать места лишая. При этом у котика можно делать то же самое. Это очень быстро уберет лишай, буквально за 3-4 дня. Также лишай симптоматически является следствием сниженного иммунитета. Повысить иммунитет нам поможет 2 препарата. Это маточное молочко и демилон капустянка. Я рекомендую один другой препарат использовать. Если же у вас есть золотой бальзам Дуйко, то можете места лишая смазать золотым бальзамом Дуйко. Из-за того, что в нем находится пчелиный яд, а также яд кобры, это эффективно и быстро убирает любые демодекозы и лишаи. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у папы аденома предстательной железы, болезненное мочеиспускание. Какие препараты тибетской формулы порекомендуете? Порекомендую 2 уникальных препарата. Один из них называется аденомид, а второй препарат называется мускус. Мускус принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день, аденомид же принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Это быстро уберет аденому. Также в случае, если аденома очень быстро разрастается, то необходимо первое, сдать анализы, это анализ ПЦР, ПСР, вернее, предстательной железы,
а также можно сдать тумор М4, пируват-киназу, для того, чтобы определить, не является ли аденома предстательной железы у вашего папы онкологическим заболеванием. В случае, если это не онкологическое заболевание, то есть смысл лечить, ставить через день свечи изотоновые и менять ректально. И менять изотоновые свечи свечью мускусной. То есть один вечер мускусную свечу, а другой вечер изотоновую свечу. Здравствуйте, подскажите, чем лечить остеопороз? Какие препараты ТФ можно использовать? В нашей компании есть препарат «Здоровые кости». Это препарат, который ранее назывался «Стоп-остеопороз». Рекомендую использовать его наряду с препаратом нашей компании «Каолин». По 1 чайной ложке 2 раза в день. Препарата «Каолин» и по 2 таблетки 2 раза в день «Стоп-остеопороз». Я ответил на вопросы в Фейсбуке. Перехожу на сайт тибетской формулы. Пожалуйста, я переболела гриппом. Во время насморка чувствовала неприятный запах из носа. Выделения из носа тоже имели плохой запах. Теперь, как только начинаю простывать, чувствую запах из носа. Посоветуйте ваши препараты. Очень рекомендую вам народный способ, который поможет очень быстро избавиться от гнилостных вот таких запахов. Существует великолепное средство, называется семечки укропа. Каждый день разжевывайте семена укропа и запивайте водичкой. Все виды гнилостных запахов из носоглотки убирает это за несколько дней. Также я рекомендую использовать наш препарат лизоцим. Также рекомендую использовать наш препарат экстракт розмарина. Они являются, извините, мощнейшими противовоспалительными, антисептическими и противогнилостными выраженными по выраженному действию препаратами. Очень хорошо помогают при таких заболеваниях обыкновенная настойка солодки. Но настойка солодки, ее приготовить сложно. Мы, скорее всего, у нас есть настойка солодки, которая стоит на нашем заводе уже 5 или 6 лет. Представляете, какую она имеет концентрацию? Она имеет цвет такой черной смолы. Вы представляете, насколько она может настаиваться? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Чем можно снять боли в мышцах и связках задней поверхности ног? Боли в мышцах и связках задней поверхности ног символизируют или говорят о том, что у вас есть судороги. Для того, чтобы убрать судороги, вам необходимы следующие препараты. Кальций цитра. Дальше. Морбус стоп. Магнум цит. Легка хода или легкая походка. Легкая походка. Также я очень рекомендую использовать такие есть деревянные палочки, которыми раскатывают тесто, они называются качалки. Скалки. Вот такими скалками я очень рекомендую массажировать у себя пояснично-крестцовый отдел. Вообще, если у вас судороги в икрах, то вам не нужно массажировать икры. Это приведет к усилению судорог в икрах. Вам нужно массажировать пояснично-крестцовый отдел. Вот такой скалочкой. Левую и правую часть, тыльную часть боковой поверхности бедер, переднюю часть бедер. Но ни в коем случае не икры. Это ухудшит состояние. Новой скалкой, да. Зафрангул очень помог дочке, мучилась 2,5 годика от рождения, а теперь делает заказы через интернет-магазин на сайте ТС. Спасибо. Девочки очень часто после родов начинают болеть ригидностью мышечной мускулатуры слепой кишки. То есть по-русски это звучит так, у них появляются запоры. Это отличается от запоров, которые появляются на фоне просто там гастродуоденитов или каких-либо нарушений выделительной функции толстого кишечника. И я могу сказать, что для многих людей это открытие, что использование нашего препарата Франгул вместе с препаратом Прокшалан помогает очень быстро и очень эффективно справиться вот с такими запорами. Я хочу подчеркнуть, данные препараты, они растительного происхождения, и они очень
экологичные, то есть они не приведут к привыканию, кишечник сам начинает работать, после этого нету процесса, не принимаю препарат, запоры появляются и так далее. То есть препараты очень экологичные, отмена не приводит к ухудшению состояния, не происходит нарушение функциональной деятельности внутренних органов. Вообще препараты вот такие экологичные, это препараты, которым рано или поздно все равно должна прийти наша медицина. У женщины на ноге около мизинца растет косточка. Что это такое, чем лечить? Я очень рекомендую. Это остеопороз, а также это, возможно, подагрическое новообразование. Я рекомендую использовать два препарата. Остеопороз необходимо лечить препаратом стальные или крепкие кости, а саму косточку прикладывать к косточке медь очень помогает. И пить препарат нашей компании, он называется манкулит, по одной чайной ложке 2 раза в день. Мужчина перенес инсульт 4 месяца назад. В целом чувствует себя удовлетворительно, но бывает побаливает в месте гематомы слева головы, и речь частично еще тормозится иногда. Как ускорить улучшение состояния? Для того, чтобы улучшить состояние, человеку необходимо дать курс лечения такого вот заболевания нашими препаратами. Это препарат антипаразин, здоровые сосуды, а также препарат нашей компании деципин. Деципин, здоровые сосуды, антипаразин. Очень рекомендую в большом количестве использовать препарат магнумцид. А вообще в древности гомеопаты лечили все заболевания, связанные с мозгом, препаратом золота. У нас есть гомеопатическое золото или хилат золота, называется аурум, рекомендую тоже использовать. У нас очень хорошие показатели при детской шизофрении. То есть начали давать ребенку, у которого детская шизофрения, ребеночку там 7 лет или 8, это девочка, и она начала худеть, начала разговаривать, находить какие-то контакты, начала общаться с близкими. Для родителей это было очень где-то шокирующе и быстро, и очень эффективно действующим веществом. До этого было лечение минозином, также, насколько я помню, там давали ей циклодол. То есть курс лечения она проходила в психиатрической больнице в закрытом отделении для детей, но не помогало особо. На протяжении 2 месяцев давали гомеопатическое золото, а после этого перешли все-таки на наше золото, хилатическое. Очень хорошие показатели были. Я не знаю сейчас, в каком состоянии ребенок. Тем не менее, приводили ко мне этого ребенка, очень-очень удовлетворительное было состояние. Ну, знаете, как одна из возможностей, можно попробовать и это. Подскажите, если нет месячных после кормления уже 1 год, насколько это опасно и что вы посоветуете? УЗИ щитовидки, гинекология в норме, анализы щитовидки в норме. У нас такое было, когда мы вынашивали Машу. То есть у нас Маша родилась, вернее, вынашивали Аню. Маша родилась, а у нас год прошел, а месячных нет. И после этого Соня начала, и я начал бить тревогу, и начал говорить, что-то нужно делать, Соня, что-то нужно делать, у нас месячные не начинаются. А потом сделали тест, и у нас оказалась Аня, то есть Соня оказалась беременна Аней. Поэтому они и не начались. Я могу, конечно, очень жестоко это. Тем не менее, первое, что необходимо сделать, это все-таки пройти тест на наличие беременности. Возможно, возможно, вашему ребенку год, а вы уже беременны, как у нас это было с нашей Анечкой. Я могу сказать, что для нас это не было трагедией, это было большим счастьем, мы очень хорошо к этому отнеслись. Могу сказать, что в случае, если гинеколог ничего не увидел, то на ранних сроках беременности гинекологически это не определяется. В случае же, если у вас тест на беременность не покажет беременность, то я рекомендую использовать наш препарат Таргапин. Он и женское здоровье. Это стимулирует выделение эстрадиола и прогестерона, и в дальнейшем восстановится овуляторный процесс. Все в порядке. При диатезе хорошо козье молоко. Да, при диатезе очень хорошо козье молоко, согласен. Но не все детки его хотят пить почему-то. А еще при детском церебральном параличе очень хорошо мыть ребенка с добавлением в воду козьего молока.
Также делать с чистым козьим молоком массажи. При заболеваниях коры головного мозга, при детском церебральном параличе я рекомендую давать ребенку как можно больше козьего молока. Также делать массажи с козьим молоком. Вообще при рассеянном склерозе, при инсульте, при заболеваниях детского церебрального паралича я рекомендую использовать козье молоко, а также массажи с применением фасоли головы, ну и тела. Также у нас сейчас появился препарат, но я не знаю, дальше его собираюсь запускать или нет. У меня есть очень интересное письмо, я могу его сейчас прочитать, у нас время все равно есть еще. Настолько семинар начался, сейчас я его найду, это письмо. Вот такое письмо. Написала мне женщина, она болеет рассеянным склерозом, причем этот диагноз ей поставили в 12-летнем возрасте. Она мне написала в письме, а потом она появилась здесь сама, и когда она сказала, что у нее в 12-летнем возрасте был поставлен диагноз рассеянный склероз, а сейчас ей... Оксана, ты не помнишь, сколько ей лет было этой тете, которую приносили на колясочке сюда? Ну, лет 60. За 50, да. То есть ей уже 56 лет, и у нее рассеянный склероз с полным парезом обоих частей тела, то есть и левый и правый парез, ригидность мышечной мускулатуры, а также она была прикована в 11-летнем возрасте уже к кровати. То есть у нее был рассеянный склероз после перенесенного туберкулеза, после неправильного лечения и так далее. И ее мама отвезла ее по совету какого-то врача из Санкт-Петербурга в Самарканд, где работала женщина врачом и работала еще и нетрадиционными техниками. И эта женщина, как потом выяснилось, обучалась где-то на Востоке, так как часть находилась либо в Монголии, либо где-то в Тяньшане. И в этой части какой-то из, там, я не знаю, какой-то человек дал вот такой совет. Он сказал, что вы можете вылечить ребенка, если приготовите определенным образом там, рецепт. После этого был изготовлен такой рецепт. Я могу его прочитать, он очень сложно делается. Для приготовления лекарства нужен лук сорта кущевка, маленький, продолговатого вида, фиолетового оттенка, растет только в Днепропетровской области или схожий по климату. И там очень-очень много. Лук полностью очистить, целиком положить в эмалированную кастрюлю, залить отстойной холодной водой, там, кастрюльку поставить на рассекатель, там, на среднем огне 8 часов варить, потом его необходимо в духовке варить, потом необходимо снова варить, и после этого смешать потом с равной частью березовых почек, бессмертники, мати и мачехи, ромашки, корня, солодки, череды Ивана чая, кипре. Потом залить, настаивать, и там отцеживать, и там кучу всего делать. Но скажите, сложно найти лук-кущевку? Я вам говорю, это найти сложно. Потому что я когда... Есть, привезите, я куплю. Его необходимо много, потому что принеси мне эти 2 бутылки, Оксана. Покажи, давай я покажу. Я лечу таким препаратом людей, у которых есть рассеянный склероз. Вот так я его сейчас упаковал. Я сейчас один открою и опишу вам. О, капец. Ну, чуть-чуть взорвалось. Ой, боже мой. Это пахнет, я вам сейчас опишу, чем это пахнет. Это пахнет хорошо приготовленным шашлыком. Неплохо, в общем-то, пахнет. Пахнет шашлыком, говяжьим, причем каким-то вкусным. Такой вот сложный. На изготовление одной бутылки литровой, здесь 1 литр, на изготовление одной бутылки потребовалось где-то 30 килограммов вот такого мелкого лука. Теперь скажите, почистить 30 килограммов такого мелкого лука, это много работы? После этого его там 8 часов
8 часов томить сначала там в духовке, после этого его варить еще 8 часов, отдельно к нему травы в разных рецептах там отваривать, соединять это все между собой. Скажите, это сложный рецепт? Наверное, сложный. Кто-то будет заниматься, но я могу сказать, что он очень эффективно вылечивает такие заболевания, как рассеянный склероз, заболевания, связанные с инсультом. Вообще потрясающее вещество. Я, скорее всего, в дальнейшем буду продавать вот такой вот препарат. Не знаю, насколько нам позволят его сертифицировать. Вот такой вот луковый настой. Он у нас будет называться кварцет или кверцет. У женщины ответил. Сестре 64 года поставили диагноз БАСа. Дали вторую группу инвалидности. Стала замедленная речь, плохая память, передвигается только по комнате. Чем можно полечить? Я рекомендую начинать лечение с препарата комплекс амин и комплекс лизоцим. Маточное молочко, амин, лизоцим, хабл и вот такой кварцет. То есть нужно, и можно еще золото давать. Дело в том, что синдром БАСа, как известно, является синдромом или заболеванием неизлечимым. Будем пробовать его лечить нашими препаратами. Посоветуйте препараты для жирной кожи, склонной к акне. Я очень рекомендую мускус, который у нас продается спиртовой, использовать в ходе вот таких умываний или обтираний лица. Он убирает жирную кожу. Вообще, о чем говорит или о чем кричит жирная кожа? Жирная кожа обычно кричит о том, что у вас есть проблемы щитовидной железы или недостаточности йод, содержащих компонентов в крови. Вам необходимо принимать препарат тератозин, а также наш препарат йод-селен. Это увеличит количество или улучшит количество деятельности щитовидной железы и в дальнейшем улучшит состояние кожи. Также можно делать вот такие обтирания нашим препаратом мускус. Итак, добрый день, Андрей Андреевич. Это я читаю в Фейсбуке. Скажите, пожалуйста, как можно помочь 4-летнему ребенку, болеющему аутизмом? Это отдельная история такая, это достаточно длительный процесс такой. Мной была даже выработана специальная идея, которая называется «Аутизм-фри», и она требует большого количества внимания ребенку. Если хотите, я бы мог записать отдельный вебинар такой, который был бы посвящен аутизму и методу его лечения. От себя хочу заметить, что очень хорошо зарекомендовал себя применение препарата нашей компании, который называется Мнемонорм. У нас есть ряд детей, их более 10 детей, у которых был поставлен диагноз от аутизма и заканчивая там синдромом нарушения речи, шизофрении и там, ряд других, там отсталость речевого развития. И так далее. Очень-очень зарекомендовал во всех случаях применение препарата Мнемонорм. Но я могу сказать вам вот что. Применение его на протяжении 4, 5 или даже 6 месяцев. Также вы можете сэкономить. Покупайте большую банку препарата Мнемонорм и начинайте деткам давать в большой банке, потому что это будет дешевле. И за счет того, что вы будете давать несколько месяцев, вы увидите, насколько будет эффект. Дело в том, что вы занимаетесь там с логопедами, психологами, еще с кем-то, но вы же не рассматриваете процесс физиологический. Так вот, процессы вот такой отсталости или нарушения синаптических связей, которые произошли или происходят у ребенка, болеющего заболеваниями аутизма, я рассматривал как процесс физиологического какого-то патологически-физиологического изменения формирования синаптических связей. Естественно, я могу сказать, что рассматривая вопрос с позиции физиологии, становится понятным, как необходимо лечить ребенка. Поэтому и появился такой препарат, как Мнемонорм. Он действительно очень эффективно, очень ярко помогает детям справиться с данным заболеванием. И на то огромное количество людей, огромное уже количество детей, которые применяют данный препарат в возрасте от 2 лет до возраста, я не знаю, наверное, 14-15. Да, он
деменция, даун, все это очень-очень эффективно. Я сам периодически принимаю данный препарат. От него у человека улучшается память, быстро запоминаются цифры, очень концентрирует сознание. Могу сказать, что препарат без побочных действий. Рекомендую препарат принимать длительное количество времени, не менее, наверное, не менее 4-5 месяцев. Также могу сказать, что данный препарат не очень простой, но зато очень эффективный. У нас есть очень много уже таких хороших отзывов. Обычно пишут мне и говорят: Андрей Андреевич, дайте мне женщин, у которых было такое же заболевание, которые полечили детей. Я могу сказать, что я этого не сделаю в жизни никогда, потому что для меня важным является сохранение вот такой вот лечебной тайны. Я считаю, что это некорректно давать болеющих каким-либо заболеванием или даже делать из этого пиар-компанию. Очень часто спрашивают: Андрей Андреевич, почему у вас нет такой рекламы препаратов и нет такого большого количества отзывов? Я могу вам сказать, я противник того, чтобы использовать болезни человека в каких-либо целях и делать из этого шоу-бизнес. То есть мне не нравится, когда люди говорят, что я там избавился от этого, помогло мне это и помогло это. В случае, если вам это необходимо, то вы это без моего призыва можете сделать добровольно на нашем сайте aduyko.com. Там под каждым препаратом можно писать отзывы. Но в случае это не обязательно, и я к этому не призываю. Я считаю, что не очень корректно обсуждать это, вообще некорректно обсуждать заболевания, некорректно делать из этого популистику. Там, я избавилась от сахарного диабета, ура, товарищи, теперь завидуйте мне. Слышите, это же уже плохо звучит. Плюс существует такое правило, называется правило лечебной тайны. Поэтому в случае, если ко мне обращается человек, то это автоматически подразумевает отсутствие распространения информации о заболевании его, а также его близких и так далее. Скажите, пожалуйста, как можно помочь? Ответил. Здравствуйте, как лечить герпес головного мозга у мальчика 11 лет? Очень хорошо зарекомендовал себя препарат, который называется ГВИ и Германий. Также очень рекомендую принимать курс Амин, препарат Амин. Амин Германии и ГВИ. Поможет. Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, что принимать, чтобы набрать вес. Вы когда-то советовали зеленый чай со сливочным маслом. Пожалуйста, дайте еще раз рецепт. Зачем так усложнять? В нашей компании продается 2 препарата. Гормонорм и второй препарат Грандис. Если принимать Грандис и Гормонорм, то быстро наберете вес. Не лишний уже, а тот, который вам необходим. Очень-очень рекомендую использовать. Очень-очень хорошие препараты. Также в случае, если ребенок у вас не кушает, я рекомендую ребенку тоже давать или высушенные гранатовые, кожуру высушенных гранатовых корок, либо давать ребенку гранатовый сок, он стимулирует, либо давать горечи ребенку. Очень-очень рекомендую. Извините. Чем очистить инфекции кожи? Начала высыпать прыщи, потом зуд, потом кожа стала как наждачная бумага. И печет снутри, будто ожог под кожей. И это все на лице. Ужас. Распространяется по телу. Принимаю битулин, серебро, гемартан, панкрисор. Постановилось по распространению по телу. Но здесь коды и заклинания. Что еще принять, чтобы полностью удалить инфекционный дерматит? Вам нужно 2 средства. Первое средство – это агрессивная борьба, и второе средство – это мягкое поддержание. Первое средство – агрессивная борьба, использование нашего золотого бальзама. При этом это нужно делать на субботу-воскресенье, буквально на 7-8 минут. Смазывать вот таким кремом лицо, после этого через 7-8 минут убирать. И после этого восстановление – это и использование любого жир-содержащего компонента. Я рекомендую использовать наш бальзам, который называется, где у нас алоэ находится? Комбо. Алоэ вера. Алоэ актив. Вот. Вам необходимо 2 бальзама компании «Тибетская формула». Это алоэ актив и золотой бальзам Дуйко. Алоэ актив и золотой бальзам Дуйко. Они
Золотой бальзам Дуйко, его необходимо 1 раз в неделю. Это уберет у вас демодекс или клещ. А алоэ актив можно несколько раз в день использовать, потому что в нем находится экстракт алоэ, а также очень мягко убирающее любые воспалительные процессы. Это масло юки, а также масло кобыльего. Масло, собранное из кобыльего молока, очень редкое. Вот смотрите, что здесь находится. Вазелин, метокапроновое масло, тиамин. Тиамин очень увлажняет и делает кожу мягкой. Алоэ вера, масло юки, масло метокапроновое, масло арахисовое, масло проктор, масло экстракт кобыльего молока, масло касторовое, рыбий жир, стеарин, арома масла пачули, арома масла чайного дерева. Смотрите, какое большое количество здесь находится увлажняющих масел. Этим смазываем 1 раз в неделю, а этим можно каждый день, оно будет увлажнять. Очень для губ советую. Я сегодня заберу его домой, отдам своей любимой женщине, чтобы она мазала губки, потому что они зимой трескаются обычно, и чтобы вот не трескались. Трескаются губы – анемия. Анемия – ну, сами знаете почему. У взрослого человека рука сжимается в кулак. Что принимать из ваших препаратов? Аккуратно. Это может быть признаками высокого гипертонического давления. Поэтому необходимо, первое, что необходимо сделать, это измерять давление у такого мужчины. Если давление поднимается, то необходимо начинать как раз с лечения этого, гипертонии. Парню 22 года, во время сна стучит зубами, а стучит. Это нервное, как помочь? Когда у человека стучат зубы во время сна, это говорит о том, что выделяется адреналин. Когда человек боится, он тоже стучит зубами. Когда он замерзает, он тоже стучит зубами. Когда он стучит зубами, всегда выделяется адреналин. Когда выделяется адреналин в ночное время? Когда происходит апноэ, остановка деятельности сердца. Она происходит на фоне анемии, которая формируется на фоне язвы двенадцатиперстного кишечника, либо на фоне высокой глюкозы, которая формируется на фоне заболевания сахарный диабет, или ишемического заболевания сердца, на фоне перикардита инфекционного, отсутствия аминокислот, плохого питания, нервных состояний. Чем же можно помочь ребенку, у которого есть вот такие стучания? Нужно снижать количество адреналина, который выделяется. Нужно давать препараты, успокаивающие нервную деятельность. Это препараты эстенервы, морбустоп, магнумцид, а также стимулирующие работу сердца. Это препарат презус монтесин. Вот так. Вот это наговорил, да? Андрей Андреевич, пожалуйста, в ушной раковине перхоть 5 лет. Йод, селен пила 2 штуки, брызгала в ухо. Ничего, чем можно убрать? Убрать легко, если сделать специальная маселка. Делается оно так. Возьмите и выдавите масло из чеснока. После этого в стерильную бутылочку сложите это масло. Простерилизовать бутылочку можно, если ее прокипятить, или смазать, или прополоскать антисептиком. Ну, можно использовать спирт чистый. После этого высушите, и после этого залейте туда масло чеснока. На 1 столовую ложку масла чеснока добавьте 4-5 капель арома масла гвоздики. Арома масла гвоздики, которое, кстати, можно купить и в нашей компании. Оксан, давай покажем арома масла. Которые можно приобрести и в нашей компании, так как наша компания делает ароматические масла. После этого смешайте и закапывайте или ставьте трундочку себе в ушко. Это улучшит слух, а также уберет вот такую перхоть в ухе. Ароматические масла нашей компании, мы их уже выпускаем. У нас есть ароматическое масло гвоздики, мы его вот в такой бутылочке продаем. Розового дерева, герани, иланг-иланга. Это все выпускает уже наша компания. Они все натуральные, также можжевельник и сосна, эвкалипт и можжевельник. Все это можно узнать на нашем сайте aduiko.com. Переходите, заказывайте и используйте только натуральные маселки. А сколько чеснока надо? Чеснока, ну так, чтобы получилась столовая ложка масла. Это, наверное, много нужно чеснока.
Уважаемый Андрей Андреевич, помогите мне отказаться от сладкого. Ничего не могу с собой сделать. Для того, чтобы отказаться от сладкого или синдром желания употреблять сладкую пищу является синдромом симптоматическим сахарного диабета и вторым синдромом отсутствия витамина С. Для того, чтобы убрать у себя вот такие синдромы, нужно проверить глюкозу или наличие глюкозы в крови и после этого попить препараты, которые будут снижать в случае, если есть. И второе, нужно попринимать витамин С в высоком содержании его действующего вещества. Это препарат Ревит нашей компании, это препарат витаминный комплекс или витамин люкс. Ирина Левченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, народные рецепты от грибка ногтей на ногах. Спасибо. Для того, чтобы убрать грибок на ногах, необходимо сделать болтушку. Берете одно яйцо из-под курочки коричневое, в кожуре ложите его в баночку, заливаете уксусом. Держите 5 или 6 дней его в темном месте, теплом. Потом прокалываете, блендером взбиваете и этой смесью смазываете ноготь, пораженный грибком, на ночь ежедневно. Когда он засыхает, а ноготь должен так подсыхать, его нужно стачивать пилочкой, потому что он будет обновляться. Также я хочу вам сказать, что в случае, если ноготь имеет ярко выраженный плохой запах, а также между пальчиками появляется зуд, это говорит о формировании грибковой инфекции. А в случае, если у вас зуд между пальцами не появляется, а само ногтевое ложе не создает никакого запаха, это говорит, скорее всего, о другом заболевании, которое называется псориаз ногтевого ложа. Лечить псориаз ногтевого ложа необходимо другими способами. Как можно снизить внутричерепное давление? Спасибо. Внутричерепное давление можно снизить нашим препаратом Тонизон, а также нашим препаратом Магнум Цит и препаратом Гваргин. Препарат Гваргин убирает стеноз сосудов шейного отдела. Также я очень рекомендую использовать препарат маточное молочко. Маточное молочко. Андрей Андреевич, извините, не по теме. Сегодня 9 число. Сегодня развязывают стрелки часов в 24. Да, именно 9 числа я развязываю 9 дней. 9 дней это фигурировано, как новая идея родилась. И еще я забыла дунуть, завязала стрелки, загадала, но не дунула. Что это заново все делать? Дуньте перед тем, как развязать. Все хорошо. У внука, Любовь Трикас пишет, у внука 19 лет, очень потеют ноги. Может, есть нетрадиционный метод лечения? Спасибо за ответ. Нетрадиционный метод лечения – это насыпание в ноги, которые потеют, талька или же муки, которая делается из фасоли высушенной. Николай Маруев пишет. Добрый день, Андрей Андреевич. У меня всю жизнь 6 лет спаечная болезнь. Живот постоянно болит. Панкреатит хронический. При росте 187 сантиметров, вес 60 килограмм. И не толстею. Что делать? Мне 20 лет. У вас очень-очень хороший вес для 1,87 м. Хотите, дам совет? Не толстейте. Пусть так и будет. Но вот как избавиться от спаечной болезни, я, конечно, расскажу. Существует водичка такая, она в аптеке продается, называется хуня-ди-янош. Хуня-ди-янош. Вот эта водичка, если ее принимать по чайной ложечке 2 раза в день, она убирает спайки кишечные, в случае, если они имеют место быть. Также можно массаж делать, массаж баночный, брюшины. Берете баночку, накачиваете воздух, после этого делаете по кругу по часовой стрелке и против часовой стрелки вот такие массажи. Муковисцеральный массаж можно делать по Агулову. Он тоже поможет убрать вот такие спайки. Приезжайте на морской курс. У нас есть потрясающая женщина, зовут ее Сурая. Она великолепно делает массаж брюшинной полости. Она может вам эти спайки все поразрывать. Оксана убирает спайки, Сурая? Да, все спайки ручками, она их чувствует. После этого, где какая спайка, она это все прямо разрывает руками, не проникая в кишечник. Это женщина, которая работает со мной.
Добрый день, Андрей Андреевич. Какие можете посоветовать препараты? У мужа грибок на ногтях, на ногах уже 15 лет. Лечился медикаментами, не один раз, помогает временно, а потом все возвращается. У вас, скорее всего, не грибок на ногтях, у вас, скорее всего, псориаз ногтевого ложа. Вы представляете, а псориаз ногтевого ложа лечится по-другому, то есть это не мази, не препараты. Псориаз ногтевого ложа давайте лечить. Скажите, как может помочь 4-летнему ребенку, болеющему аутизмом? Я немножко раньше ответил на этот вопрос. Что попить из ваших препаратов при нервозности и раздражительности? Есть очень хорошее такое действие в моей жизни. Обычно говорю, если тебя что-то раздражает, то попробуй делать две вещи. Либо чем-то заняться, либо спать. То есть либо спи, либо чем-то занимайся. Но обычно люди становятся раздражительными вот когда. Они хотят заниматься чем-то, но не позволяют себе это делать. Или хотят спать и не позволяют себе это делать. Вот в случае, если вы хотите спать, вы должны поспать. А в случае, если вы хотите чем-то заниматься, вы должны этим заниматься. Тогда у вас раздражительности будет меньше. А вообще раздражительность, это шутка, да? А вообще раздражительность появляется тогда, когда у человека появляется отсутствие или сжигание магния. Поэтому очень необходим препарат Magnum Cit 300. Его же можно вместе принимать с препаратом Магний D3 нашей компании. Это уберет раздражительность. Великолепный препарат нашей компании. Паставит, он убирает панические атаки. Также препарат Сирантал, он создает ровность такую, ни на кого не раздражайся, ровность такая психическая. Дальше препарат Стальные нервы, он улучшает общее состояние, теряются тики нервные, у человека появляется такая ровность, спокойствие в теле физическом. Дальше препарат есть еще Апсантин, появляется сон, исчезают дурные мысли. Видите, их у нас много. Не читайте вот эти сообщения, они синтезируются, их специально бот, это робот такой, выставляет в нашем чате. Подскажите, кто зарабатывает, даже не отвечайте. Это бот, это вирус такой, который проникает и потом вот так вот здесь участвует в нашем разговоре. Не вздумайте потом туда переходить только. Подскажите, пожалуйста, чем лечить пупочную грыжу у мамы? И второй вопрос. Дочке 3,5 месяца, не могу оторвать от груди. Как можно от груди оторвать? Если не можете оторвать, в 3,5 месяца не нужно торопиться отрывать от груди, пусть еще сосет. Видимо, не хватает иммунитета у ребенка. Ну, в случае, если вдруг очень сильно нужно, то нужно намазать зеленкой и крест-накрест приложить туда лейкопластырь. И потом показывать ребенку, говорить, видишь, у мамы Вава, видишь, у мамы Вава. В случае, если эмоционально ребенок не захочет, это единственная возможность забрать от груди. В случае, если так не получается, вам придется давать. Я понимаю, что там до года могут сосать, там, до 3 лет были даже случаи, когда дети сосут. Чем лечить пупочную грыжу у мамы? Пупочная грыжа лечится, если вы маму привезете ко мне на морской курс. Я знаю, как сделать так, чтобы ее не было. Опыт у меня в этом есть. Сами вы не сделаете, если я посоветую. Вообще очень хорошо помогает препарат грыжник, такая трава. 1 чайная ложка на стакан воды, прикладывать в виде компрессов, а также пить вот такую травку. А также очень хорошо помогает в случае, если пить лопчатку, если грыжа вызвана тем, что человек поднимал что-то тяжелое, у него появилась надсада. Грыжник или лопчатка. Лопчатка есть в нашей компании. Мальчик 11 лет, очень гиперактивный, с плохой памятью. Что принимать из ваших препаратов? Рекомендую принимать Magnum Cit 300, давать по чайной ложке 3 раза в день, а также давать препарат Мнемонорм, это улучшить память и концентрацию ребенка. Подскажи, пожалуйста, при полипах прямой кишки у мужчины 52 года можно ли полечиться вашими препаратами? Советуют оперативное вмешательство. Вот смотрите, я вас научу. В случае, если это полипы, то это могут быть не полипы, а могут быть дивертикулы, онкологические заболевания. И вы знаете, если мы начнем лечиться и не будем
Почему врачи рекомендуют делать оперативное вмешательство? Потому что врач каждый, он думает о том, что человека нужно спасать. И наша медицина, она заточена так, чтобы человека прежде всего спасти, чтобы он не умер от онкологии кишечника, которая, как известно, развивается очень стремительно, и практически в 100% онкологические заболевания слепой кишки или толстого кишечника, они всегда приводят к смерти. И вот сейчас вы задаете вопрос. У мужчины там нашли опухолевидные новообразования. Андрей Андреевич, давайте его полечим нашими препаратами. У меня вопрос. Вы хотите меня сделать виновным в смерти этого мужчины или как? Давайте полечим. Но мы же должны достоверно понимать, болеет он или нет. Но врачи не могут сделать, допустим, колоноскопию и достоверно объяснить, это является онкозаболеванием или нет. Они просто рекомендуют удалить. Но сейчас же не средние века, уже есть специальные анализы, которые можно сделать, и можно 100% понять, есть онкологическая болезнь или нет. Один из них, я о нем сегодня вам расскажу, называется тумор М4, пируват-киназа. Пируват-киназа. Сейчас посмотрю, он делается вообще. Тумор М4, пируват-киназа. Ой, как сложно, да? Тумор М4. Вот есть такие анализы, они делаются в больших городах по всей России. Для большинства опухолей человека характерна избыточная продукция изомерной формы пируват-киназы, так называемые опухолевые пируват-киназы М2. Этот изомер высвобождается из опухолевых клеток, кровоток. Концентрация опухолевой ПКМ2 указывает на переключение клеток с нормального типа метаболизма на опухолевый. Ее значение высоко коррелирует со степенью злокачественности стадий опухоли, но не с гистологическим типом опухоли. Это новый тип маркера злокачественности в настоящее время является единственным метаболическим онкомаркером. Тумор М2 пируват-киназа является высокоспецифичным онкобелком, не обладает органоспецифичностью и не может быть скрининговым тестом наличия опухоли. Тем не менее, могу вам сказать, что он является все-таки скрининговым тестом. Разговаривал с человеком, с группой людей, которые создавали вообще данный онкомаркер. И вы знаете, что я тоже натолкнул их в свое время на то, что они начали искать пируват-киназу. Почему? Я в свое время говорил о том, что онкологические заболевания есть следствием накоплением и неделением в человеческом организме молочной кислоты. А пируват-киназа – это как раз накопление пируватов между гликолизом глюкозы и пируват-киназой, и после этого пировиноградной кислотой и АТФ. Получается, вот эти вот все направления деления молочной кислоты, молочная кислота, после этого гликолиз, после этого пируват-киназа, после этого АТФ и так далее. То есть цикл Кребса. Все вот эти вот системы, они целиком связаны с тем, что определить онкологические опухоли можно, а как я и говорил, основой все-таки онкологических новообразований является прежде всего наличие и накопление молочной кислоты в организме человека. У меня недержание мочи. Не могу терпеть вообще. Всегда надо находиться, где рядом туалет. Слабая мочеполовая система. Что можно у вас заказать? Закажите энуретин, закажите цистонорм и ренокс. Пропейте несколько месяцев. Это уберет у вас вот такое недержание. Скажите, что нужно делать? Проверять, пить. Женщине 65 лет. Постоянно трясется правая рука непроизвольно. Началось пару лет назад. Спасибо. Если трясется правая рука, это говорит о том, что формируется, может быть, неврологическое заболевание, заболевание Паркинсона. Паркинсонизм обычно лечится на сегодняшний день очень хорошо. Я считаю, чем лечится? Препаратами с высоким содержанием действующего вещества мамантин. Оно было изобретено еще в 30-х годах, в 40-х годах в Америке достаточно активно лечит. Какие это препараты? Это препарат МАМО, это препарат Абикса, ПКМЕРЦ, ЮМЕКС и так далее. Но это все должен назначать невролог. То есть нужно сделать скрининг энцефалограммы,
после этого сделать магнитно-резонансную терапию коры головного мозга, и после этого УЗИ сосудов шейных отделов, и после этого попробовать все-таки поставить диагноз. В случае, если есть заболевание Паркинсона, то его необходимо лечить неврологическими препаратами. Единственное, что я могу сказать, что очень хорошо помогает использование наших препаратов с высоким содержанием меди. То есть это препараты алгоцин, апирабин. По одной чайной ложке на стакан воды алгоцина и апирабина 2 раза в день человек пьет. Это очень улучшает состояние коры головного мозга, практически в первые несколько дней убирает тремор. Единственное, что я могу сказать вам, что если у вас есть курс лечения, вы принимаете длительное время противопаркинсонистические препараты, то я рекомендую не снижать и, собственно, не убирать эти препараты из вашего курса лечения. Эти препараты необходимо принимать. Но вот улучшить общее состояние помогут медсодержащие препараты. В дальнейшем, если использовать энзимы медсодержащих препаратов, то в дальнейшем на протяжении нескольких лет, по моему мнению, можно заметно улучшить состояние и даже где-то на длительное время перевести в состояние ремиссии данное заболевание Паркинсона, тремора рук. Лежали с ребенком в больнице по поводу хеликобактера. После этого сдавали дыхательный тест ИКАЛ. Прошел год. Дыхательный тест снова показывает большое количество бактерий. Ребенку 6 лет. Плохой запах изо рта. Подскажите, пожалуйста, что можно пропить? Для вас прямо находка. Это препарат нашей компании, который называется лизоцим. Прямо находка. Давайте ребенку маточное молоко, экстракт розмарина, лизоцим, маточное молочко. Вы просто будете в шоке, насколько быстро это все уберет. И хеликобактер в том числе. Можно давать еще демилон. Это очень улучшит иммунитет ребенка, и в дальнейшем этих всех проблем не будет. У дочери большая форма коленок. В чем причина? В случае, если большая форма коленок, это может быть причиной увеличения жидкости, которая находится в колене. Обычно жидкость увеличивается в случае, если у ребенка формируется солевой диатез, а также есть оксалаты в крови. Это может быть признаками начала таких тяжелых заболеваний, как подагра. Чем можно полечить? Необходимо пропить курс, который уберет проблемы подагрического характера, а также артрозного. Для лечения артрозных таких заболеваний у нас есть препарат артрозин. А при лечении подагры я рекомендую использовать наш препарат манкулит по 1 чайной ложке 2 раза в день. Также при артрозах тазобедренных суставов я рекомендую использовать наш бальзам или крем, который называется Artrix. Да? Artridix. Александр Миллер пишет: здравствуйте, Андрей Андреевич, чем можно полечить женский цистит с кровью в моче? Пока нет возможности заказать препараты. Я хочу рассказать историю. Она, наверное, будет полезна вам, Александр Миллер. В моей жизни была такая ситуация. 2 молодых ребят из Черкасской области поехали жить в Германию. Они в Германии жили, а потом начали работать на свинарнике в Голландии. После этого они работали там 2 года, и периодически то она, то он писали мне вот такие же сообщения, которые звучали: нам здесь нечем лечиться, помогите нам, дайте нам какие-нибудь хоть что-нибудь, препараты мы купить не можем и так далее. Ну и вот я, к сожалению, вынужден был как-то. Потом дочка приехала к маме, она вернулась обратно в Черкасы, а мальчик потом со временем тоже приехал туда, в Черкасы, они там женаты были. И после этого у мальчика тяжелейшее было лечение с несколькими операциями, с удалением желчного пузыря, кишечника. И у девочки была тоже проблема, ей удаляли матку и так далее. Я хочу вам сказать вот что. У вас, скорее всего, есть место, где вы родились. Это место, возможно, Украина или Российская Федерация, или еще где-то. В этих странах до сих пор еще о людях заботятся. Я считаю, что человек
где бы он ни находился и что бы он ни делал, должен заботиться о здоровье своем, а также о здоровье тех людей, которые рядом с ним находятся. Скажите, я прав? В случае, если у вас нет возможности лечиться и вы не зарабатываете деньги, то вы должны ехать там, где вы имеете право находиться, это в постсоветское пространство, то есть в Россию, в Украину, и заниматься своим здоровьем. Друзья мои, здоровье не купишь. Уже кровь в мочевом пузыре, дальше будет удаление мочевого пузыря. Он сморщится, и после этого его удалят. Потом женщина жизни нормальной видеть не будет. Скорее всего, инфекция мочевого пузыря, скорее всего, деформация мочевого пузыря. Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Что у ребенка может сформироваться сепсис, а она может умереть или как? Вы знаете, вот я от таких вопросов потом болею. Я уже потом начинаю страдать, и у меня появляется там желание там, спасать вот таких вот людей. Ну что это такое? Как вам не стыдно? Вы болеете, ваша женщина болеет. Что вы делаете в этой Германии, Голландии, в Израиле? Где вы там находитесь? Собирайтесь, едьте в страну, где вам могут оказать первую помощь медицинскую. Вы что там сидите, я не могу понять. Что с людьми? Что с людьми? Куда этот мир катится вообще? Что происходит с людьми? Мы умираем, но уехать не можем. Что это за ерунда? Едьте в вашу страну, у вас бесплатное здравоохранение. Едьте в Италию, там прооперируют. Потом, что Дуйко такой злой? Андрей Андреевич, что вы посоветуете при повышенном диастолическом давлении? При повышенном диастолическом давлении я посоветую принимать препарат компании «Тибетская формула» Реинтона и Тонизон, а также Магнумцид 300. Если систолическое высокое, то я рекомендую принимать еще и инфарктин. Опухает сильно левая нога. Чем можно помочь? Ну, можно попробовать посмазывать нашим бальзамом, он называется варикозиновая мазь. Кстати, очень-очень зарекомендовала себя варикозиновая мазь при заболеваниях позвоночника. То есть есть люди, которые говорят, а мы варикозиновой мазью смазывали позвоночник и перестал позвоночник болеть. Ну, я сказать об этом ничего не могу, возможно и помогает. Точно так же, как мазь Насия, которая лечит гайморит у человека, вылечивает или убирает за несколько дней любые покраснения кожи. То есть вот женщины обращаются, говорят, там половой герпес исчез, там красный лишай исчез, стригущий лишай исчез, там герпетическое заболевание, какие-то сыпи с тела. То есть это убирается нашим бальзамом Настя быстро. Рожа убирается. Вот рожистое воспаление на ноге можно убрать мазью Насья. Сейчас больницы колят антибиотиками. Как можно до конца вылечить, чтобы не повторялось? Это от слабого иммунитета. Рожистое воспаление – это заболевание, связанное с воспалительными процессами позвоночника. И нужно лечить позвоночник, не мазать, а лечить препаратом нашей компании, простите, Вертебралис и золото. Внучке 10 месяцев поставили диагноз атопический дерматит, сыпет по ножкам и спинке. Можно мне не поверить, но если кто-то поверит когда-нибудь и сделает, как я скажу, то ребенок перестанет болеть. Давайте ребенку красную икру и давайте ребенку красную рыбу соленую. Хоть врачи и будут кричать в один голос, не делайте этого. Также обязательно давайте череду с крапивой. А вообще, это первые, но детские проявления сахарного диабета, чтобы вы понимали. По моему мнению, сахарный диабет – это большое количество глюкозы. И это говорит о том, что в питании, скорее всего, находится высокое содержание глюкозы. И это говорит о том, что глюкозу нужно максимально убрать из рациона питания. Что, вот скажите, когда вы поели сладкого, то что вам хочется? Хотите, я вам скажу, соленого. Кто этого не знает? Почему? Потому что соль, она обычно входит в состав нашей крови, натрий, хлор, повышая креатинин и формируя новообразование новых клеток, эритроцита и гемоглобина. Именно поэтому я очень часто, как все-таки человек опытный, советую таким детям давать соленую рыбку или красную икру и убирать из рациона питания напрочь любую глюкозу. То есть искать кашки без глюкозы, давать продукты без глюкозы, убирать глюкозу в любом виде, мед убирать, конфеты и так далее.
У меня были такие знакомые, там ребенок, мама, я хочу кушать, а маме некогда, она там сидит там у маникюрщицы или еще у кого-то. И мама, вот отстань, на, съешь вот конфету. И после этого у ребенка свободный доступ к конфетам. Сейчас сейчас в семьях, где висели конфеты на елках, в этих семьях можно прийти к детям, которые перенесли, по-другому нельзя назвать, этот сказочный новогодний праздник. И после этого можно у всех детей тотально обнаружить сыпь на коже. На спор. Если были доступны конфеты любого возраста, будет сыпь. Дайте мне ее найти, я ее обнаружу, обещаю вам. Что необходимо делать? Давать красную икру, соленую рыбу, из травок череда крапива. Из препаратов нашей компании, препараты, формирующие гемоглобин, это препарат железа, также препарат гемонем, а также препарат нашей компании антиаллерген. Да, он у нас аллергонорм. Скажите, пожалуйста, я беременна 22 недели, уже месяц повышенные лейкоциты в крови в пределах 15, ИСО 30-40. Прошла 2 курса антибиотиков, пробивали гайморовые пазухи. Там было немного гноя. После лечения анализы были изменены. Смотрите, то, что у вас повышенные лейкоциты, говорит о том, что нужно обратить внимание на функцию или функциональную деятельность ваших почек. Вообще, что необходимо делать? Нужно пить солодку по чайной ложке 3 раза в день, а также каждый день съедать не менее 200 граммов кислой капусты. Это улучшит состояние, как ни странно, это улучшит состояние ваших лейкоцитов. Также я хочу вам сказать, что гайморовые пазухи могут поднимать СОЭ на 30-40, но не так высоко. Не так высоко. А вот обратить внимание все-таки на почки стоит. У мамы ишемическое заболевание сердца, постоянный шум в правой части головы. Ой, извините. Сейчас еще раз. Постоянный шум правой части головы, бессонница. Что СТФ посоветуете? Ну, очень хороший есть препарат, такой медицинский, от шумов головы, его постоянно советую. Врачи назначают бета-серк, а я обычно назначаю везобрал, такой есть препарат. Он действительно очень хорошо убирает шум в ушах, как-то стимулирует сосуды шейного отдела. Очень рекомендую использовать препараты презусмантесин, гваргин, а также магнумцид по столовой ложке 3 раза в день. Также можно дать по чайной ложке золота 2 раза в день маме. Норика. Норика, если шум в голове, да, если шум в голове, помогает норика, а кто-то нам там писал просто. У нас есть женщина, я извиняюсь, что использую это в своих корыстных целях, у нас есть женщина, она писала о том, что норика убрала у нее шум в голове. Действительно, норика – это уникальный препарат. В норике может быть осадок, так как норика – это препарат, в котором используется еще и компонент торфа, пилоиды. Также норика плохой запах имеет, но в ней находятся все абсолютно хелатические структуры нашей компании. Золото, серебро, медь, кальций, цинк, магний и так далее. То есть это вот такой витаминный, минеральный комплекс, который я рекомендую использовать. Там очень, у нас есть препарат такой из масел, как у нас, леотон. Препарат из масел леотон, он очень уникален чем? Вот если у вас есть подкожная инфекция какая-либо и где-либо находится, леотоном если смазывать, то не будет инфекции никакой. Почему? Леотон сделан из ядовитых растений. При этом яд сам, он нейтрализован и находится в определенной растворимой форме в самом этом препарате. Является мощнейшим препаратом, который лечит заболевания кишечника, а также мощнейшим препаратом, который лечит заболевания опухолей в кишечнике. Ну, великолепный препарат, у кого сбои работы деятельности поджелудочной железы, желудка, кишечной флоры, желчевыводящих путей. Мощнейший антисептик, еще и жирную форму имеет.
Андрей Андреевич, что делать, если язва желудка и 12-перстной кишки? Можно ли принимать магнумцид 300? Конечно, не просто нужно, а необходимо. Еще вам необходим лизоцим, очень необходимо маточное молочко, а также необходим мой любимый препарат гастропротектор. У меня тоже было такое заболевание. Могу сказать, что препарат гастропротектор железняк великолепный, очень быстро помогают убрать вот такие проявления заболевания 12-перстной кишки. У ребенка 11 лет частые головные боли в области лба и висков. На МРТ никаких нарушений не увидели. Это мигреневидная форма на фоне снижающегося сахара или снижающейся глюкозы. Когда у ребенка будет вот так болеть глазки или болеть лоб, ему нужно давать наш препарат Миграфит вместе с препаратом Магнумцид, а еще амин. Магнумцид, амин, Миграфит. Андрей Андреевич, принимая по вашей системе комплекс клеточных солей, можно ли добавить КФС и изотон? И как правильно принимать изотон? Изотон правильно принимать в виде орошения ротовой полости. 1 брызг до приема пищи. После этого рассасывать и запивать водичкой. У нас недавно была женщина, которая принесла оборудование, которое измеряет там, энергетику человека, а также исследует всевозможные заболевания внутренних органов. Я не знаю, как это называется. Там, сделано это по методу системы Ликерлиана или там, Гоше. То есть это метод, который по акупунктурным точкам как-то измеряет, я не знаю, сопротивление этих активных точек. После этого по ним можно создать диагноз, то есть можно определить, какие органы поражены, чем человек болеет. И я ей дал изотон и говорю, давайте мы сейчас сделаем распыление в рот девочки, у которой были очень плохие показатели. И буквально в первые, буквально 7-8 минут все черные там квадратики, черные треугольнички поменялись на желтые треугольнички, и уже на протяжении 1 часа изменений в худшую сторону не происходило. Я могу сказать, что этот препарат для профилактики заболеваний, наверное, один из самых лучших, а вот для лечения заболеваний внутренних органов, особенно там опухолевидных процессов, я рекомендую его принимать по чайной ложке. У меня есть пациентка, у нее заболевание онкология, но она упорно не хочет лечиться. При этом она принимает препарат изотон и делает анализ, который называется тумор М2 первооткиназа. Когда первый раз она сделала данный анализ, у нее тумор был 200. Потом второй раз после применения препарата 60, потом третий раз 20. И вот сейчас она приезжала ко мне и говорит, у меня тумор 12. А это о чем говорит? Это говорит о том, что у нее происходит улучшенная и великолепная динамика лечения онкологического заболевания. Все здравствуйте. Муж принимал изотон. Спустя месяц открылось носовое кровотечение. Появилась гематома на ноге. Если можно, прокомментируйте. Когда человек принимает изотон, то в случае, если есть опухоли в теле, то эти опухоли начинают распадаться. Потому что цель изотона повлиять на опухолевидное новообразование с целью сделать так, чтобы опухоль была расщеплена. Данная опухоль, в ней появляются гематомы, а также опухоль становится мертвой, так как начинают влиять на нее лейкоциты, Т-киллеры, там происходит изофагоцитоз, иммунных клеток и так далее. И происходит процесс отмирания опухолевидного процесса. И после этого эти клетки, там интерлейкины действуют. Во время этого процесса происходит распад злокачественного новообразования или распад опухолевидного процесса. И это всегда распад токсический. Вот смотрите, есть, допустим, опухоль в теле человека, и после этого эта опухоль умерла. Как организм должен справляться с куском этой ткани, которая находится в середине тела? Он должен справляться с тем, что он должен что-то делать, то есть он должен ее съедать, то есть если большая опухоль, может даже быть процесс гниения, который может сопровождаться сепсисом. Любые процессы дезинтоксикации – это
процессы вызваны еще и токсическим отравлением, потому что процессы уничтожения большого количества, будь то вирусных инфекций, будь то герпетических инфекций, это же процесс вылавливания клеток и процесс их уничтожения. Это все попадает в клеточное, вернее, попадает и в клеточное русло, и попадает в кровеносное русло. И после этого должно фильтроваться нашими самыми большими фильтрами в нашем теле. Но на первом месте стоит печень. То есть что происходит, если вирусы начинают распадаться, если происходит вторичное цитохимическое вот такое отравление, то эти вирусы, они должны где-то фильтроваться. Что необходимо делать, когда вы принимаете изотон? Я всегда говорил, если человек принимает изотон, то он вместе с ним должен принимать какой-либо сорбент. То есть принимаете изотон, принимайте каолин, чтобы у вас кровь сорбировалась, принимайте кровеочищающие препараты, принимайте печень поддерживающие препараты. Ну, конечно, когда у человека есть ряд заболеваний, и человек и так плохо себя чувствует, и вы покупаете лишь один изотон, то этот препарат как раз и хорош тем, что он уберет инфекции, а также уберет какие-то вирусы, которые в крови. Ну, естественно, кто будет страдать? Выделительная система, печень, естественно, почки. Поэтому когда у печени происходит перегрузка, появляется большое количество билирубина, холестерина, увеличивается количество тромбоцитов, естественно, происходит тромботизация сосудов на ногах. Не нужно было принимать лишь один этот препарат, я его и не назначал, я вообще за то, чтобы очень аккуратно принимать. Принимаю изотон, но грудь все равно болит. Что делать? А скажите, у вас болит железа грудная? Если болит железа грудная, давайте сделаем вот этот тумор М2. И посмотрим, это у нас онкопроцесс или не онко. Итак, отвечу все-таки. Принимаю ваш комплекс солей. Можно ли добавить КФС и изотон? Можно. КФС одна таблетка 2 раза в день. Изотон брызгайте несколько раз. По поводу гематомы на ноге. Я рекомендую использовать варикозиновую мазь, чтобы убрать гематомы, а также магнумцит, а также легкая походка. Наши препараты компании «Тибетская формула». Здравствуйте, Андрей Андреевич. Чем убрать панические атаки и страхи, возбужденность, апатию, боясь преувеличения несуществующих проблем? Это те люди, которые рядом со мной находятся. Данные проблемы являются проблемами дистонии. Я рекомендую использовать препарат Дитарекс, а также препарат Паставит. Они очень мягко, в очень мягкой форме убирают панические атаки. Паставит, Дитарекс, очень рекомендую магнумцит. Итак, магнумцит, Паставит, Дитарекс. Мне 24 года, диагноз ДЦП. Левосторонний парез, левая нога, ходила на цыпочках. В 14 лет сделали надрезы, напрасно. На сухожилиях пятка опускается, но походка проваливающаяся, шатающая. Левую ногу тяну от бедра, нога несимметрична, худая. Посоветуйте, можно ли это исправить? Вот глобально щелчком пальца исправить невозможно. Но в случае, если вы будете использовать препарат децепин, который как раз для вот таких проблем был создан, и магнумцит, то можно будет со временем, за несколько месяцев убрать. Вам нужно антипарез, децепин и магнумцит. Это уберет у вас, выровняет походку. Кстати, в нашей компании есть такие люди, которые применяли децепин, антипаразин, и очень человек просто благодарен. Каждый год, когда у меня день рождения, он очень взрослый, то есть у него ДЦП с детского возраста, очень плохая походка, со временем ухудшилось состояние общее, и он постоянно приезжает, меня поздравляет и говорит: Андрей Андреевич, вы мой спаситель, вы мне помогли, сняли мне все-таки вот такую качающуюся походку. Ну, говорит, если бы знал, вообще с вас бы и начинал. Как лечить грибок на спине? Постоянно появляются пятна с юности. Пью регулярно флуконазол и мажусь противогрибковым препаратом. Смазывайте золотым бальзамом Дуйко. Также пейте сурактам и гемартан и избавитесь от данного заболевания. Лизоцим можно еще. Какими вашими препаратами можно почистить кровь и лимфу? Кровь можно почистить препаратом гемартан, а лимфу можно почистить препаратом лимфонорм. При высоких
при высоких клетках мононуклеозных, мононуклеарах или моноцитах можно принимать препарат гемартан, что быстро восстанавливает кровь. Как лечить псориаз ногтевого ложа? Не слушайте ваши рекомендации по приему лимонного сока. Очень эффективно. Спасибо большое. Пожалуйста. Как лечить псориаз ногтевого ложа? Есть ТФ-препараты? Есть. Я считаю, что один из самых лучших препаратов на пути лечения псориаза ногтевого ложа – это все-таки препарат прополис и живица. Как он у нас называется? Прополис и живица. Это мазь. Смазывать ногтевое ложе, сверху обматывать. То есть берете, наносите на псориаз мазь, сверху наносите салфетку и носите так 24-48 часов. Потом снимаете. Это внешне уберет у вас псориаз. Второе, нужно принимать препараты, которые улучшают состояние крови и ее липидов. Итак, первый препарат – это препарат серебро. Принимать его необходимо по чайной ложке 3 раза в день. Также препарат ГВИ принимать необходимо по 1 таблетке 3 раза в день. Гемартан первый день необходимо принять 6 таблеток на ночь. Все остальные последующие дни по 2 таблетки 3 раза в день. Также препарат Сурактам по 1 чайной ложке 3 раза в день. Я бы рекомендовал использовать еще маточное молочко и демилон как препараты, которые улучшают качество крови, а также являются мощнейшими антиоксидантами, что снизит количество липопротеидов низкой плотности, потому что я считаю, что отчасти из-за их повышения у человека и возникает вот такое заболевание, как псориаз. Также рекомендую медицинские процедуры переливания крови. Вот так. Диагноз шизофрения в легкой форме. Женщина 59 лет. Что из ваших препаратов можно попить? Давайте магнумцит, мнемонорм, а также давайте наш препарат абсантин. Абсантин. Легкой формы шизофрении не бывает. Шизофрения – это заболевание, которое очень долго развивается, и оно переходит из ремиссии в пике или из ремиссии в проявляющиеся агрессивные формы заболевания. Дело только времени. Вот как перевести человека в состояние ремиссии и сделать так, чтобы она была более длинной, вот в этом и состоит задача, наверное, применения вот этих препаратов. Но в тот момент, когда у человека стрессы там, и так далее, он все равно рано или поздно будет приходить к тому, что заболевание будет прогрессировать. Почему? Данное заболевание считают отчасти еще и генетически передаваемым. Андрей Андреевич отказалась от назначенных препаратов при остеопорозе ввиду страшных побочных действий. Можно ли получать нужные вещества правильным питанием? Что делать? Я рекомендую принимать препарат нашей компании, который называется «Здоровые кости». Он великолепно, очень эффективно убирает такие препараты, такие заболевания, как остеопороз. Также я рекомендую, как ни странно, принимать препараты йода и железа. То есть йод, селен, а также железо. Они убирают как раз то, что называется остеопороз, как ни странно. В дальнейшем у нас появится в компании активный препарат кремния. Я считаю, что на пути восстановлению костей опорно-двигательной системы на первое место нужно ставить кремний более чем кальций. Увеличение употребления кальция может ухудшить состояние при остеопорозе, чем улучшить. Екатерина Степаненко. Как убрать последствия пьющего человека? Теперь не пьет, но психика сильно повреждена. Гонит, придумывает проблемы, их боится, не спит. Что из ваших препаратов давать? Когда-то во время проведения семинара, связанного с зависимостью, я говорил о том, что у многих людей, которые болеют алкогольной зависимостью или наркотической зависимостью, наркотики и алкоголь являются всего лишь симптомами обычно скрытых форм панических атак, депрессивных эпизодов, вегетососудистых дистоний, проявлением шизофрении. То есть я считаю, что в большинстве своем использование алкоголя и наркотиков – это скрывание вот таких вот проблем, которые есть все-таки проблемы с психикой. Чем нужно помогать человеку? Необходимо помогать вводить в рацион питания магний содержащие препараты в большом количестве, такие как препараты магнумцит 300, коллерирующие состояние панических атак,
Это препарат Поставид, который убирает панические атаки. Успокаивающие препараты, такие препараты, как Диторекс. Успокаивающие нервную деятельность, убирающие у человека состояние тремора, возможно, такого психической деятельности, навязчивых идей. Это препарат Сирантал. Навязчивых идей, мнительности, поиска каких-то выхода из ситуации. Это препарат, который называется Абсантин. Бессонница – это препарат «Здоровый сон». Представляете, как много. Но теперь минус. Этот минус заключается в том, что обычно человек, который долго пьет, он теряет качество жизни. Его нужно по чуть-чуть обучать, что нужно кушать вкусно, что есть о чем разговаривать, что радость заключается в общении. Также такому человеку необходима обязательно белковая пища. Я могу вам сказать, что один из элементов лечения алкоголизма заключается в применении белковой пищи в рационе его питания. Если хотите, чтобы человек бросил пить, проходите. Если вы хотите, чтобы человек бросил пить, нужно увеличить употребление белковой пищи так, чтобы было в течение дня не менее 200-300 граммов. Также я хочу вам сказать, что да, в нашей компании есть препараты, которые могут улучшить состояние алкоголика или наркомана, уменьшить его желание или купировать его желание употребления алкоголя. Этот препарат новый в нашей компании, называется он антизав или антизависимость. Антизав. Мне 55, я чувствую отупение, застой всякой деятельности, имеются вспотевания, что у вас купить. Смотрите, когда есть ощущение отупения, то это, скорее всего, развитие психического заболевания, которое называется апатия. Апатия убирается, если у человека появляются задачи, которые появляются в случае, если есть мотивы. Какие препараты можно подавать? Нужно принимать препарат Мнемонорм, а также попринимать препарат Тутус. Подскажите, чем можно полечить дистрофию ногтевого ложа? Есть такое, да. Болтушка, прописанная врачом, не помогает, грибка нет по анализам, зуда нет, но ноготь утолщается на больших пальцах ног, и когда стригут, неприятный запах присутствует. Ага, вот такое. У нас есть карандаш, называется противогрибковый карандаш. Можно использовать вот такой карандаш, а если не поможет, потом мне набирайте, я расскажу, что поделать. Андрей Андреевич, подскажите, Энискард при ишемии сердца тоже можно принимать? Да, это один из препаратов, который великолепно лечит в том числе и ишемическое заболевание. Екатерина Степаненко. Энискард помог. Ушли тревоги, колики сердца, при этом одна баночка. Тоже пропила панкресорб, тоже супер. Супер, ура. Наташа Гольченко. Благодарю вас за назначение препарата для моей мамы, 78 лет. Хаббл, Магнумцит, Изотон. Состояние улучшилось очень быстро. Она даже на улицу вышла. Ура. Я могу вам сказать, что Хаббл – это высший пилотаж. Сейчас у нас сделан Хаббл, а после того, когда я приеду из Египта, у нас выйдут еще ряд препаратов, которые будут еще лучше работать, чем Хаббл. Вы знаете, сейчас луковую настойку сделал я, препарат, который будет убирать вот такие заболевания, как стеноз сосудов мозга, рассеянный склероз мозга и так далее. То есть специально для вас тружусь. Также на фоне вот такого лукового настоя будут лизоцим сейчас сделан. Это ж мощнейшее противовирусное вещество, просто мощнейший антисептик. Ребенок болеет, высыпите на язык, пусть сосет этот лизоцим. Одно из самых лучших веществ вообще когда-либо мной сделанных. Плохо пахнет изо рта лизоцим. Маточное молочко. Большое спасибо Николаю Герингу, которое маточное молочко, прошу не путать с трутневым молоком, который сделал это маточное молочко. От него вообще перестает человек болеть. То есть, если все вокруг легли и кашляют, то тебя ничего не берет. Все, настолько улучшает общее состояние иммунитета, при этом не поднимая интерферентные иммунологические глобулины, и после этого не повышая, потому что иногда повышение иммунитета это тоже плохо. Так вот, он не изменяет, просто помогает справиться как антиоксидант, то есть убирает холестерины, липопротеиды низкой плотности, убирает какие-то окислительные процессы, которые есть в крови, снижая вот эту ацидоз крови. А было по 2 раза скорая на день, прыжки давления, обморочные состояния, еще куча всего нехорошего, продолжает все принимать.
Не забудьте, что Хаббл нужно принимать несколько месяцев. Несколько месяцев Хаббла и забудете о давлении. У нас, кстати, нет сейчас Хаббла, да? Жаль. Вы покупаете быстрее, чем мы делаем. Но уже будет до конца этой недели. Каолин очень берегу. Ем в исключительных случаях, когда чем-то отравлюсь. Просто супер. Купила бы ведро. Мне тоже очень нравится каолин. Вся наша семья пьет, включая маленьких детей. Я считаю, что великолепный препарат. Есть у него и необычное действие. У нас есть женщина, которая почему-то подумала, что она этим препаратом может лечить заболевания почек. И вы знаете, когда она в Виннице находится, когда лечила заболевания почек, то когда пошла к врачу, то действительно оказалось, что количество камней и их величина заметно на 20 или 30% уменьшилась, чем до этого времени у нее было. Поэтому могу сказать, что побочный эффект данного препарата – уменьшение камней в почках. У нас есть препарат хороший, называется терпентиновый бальзам. Рекомендую его использовать по чайной ложке 2 раза в день. Он убирает все проблемы почечной мочевыделительной системы, если так можно назвать. Сейчас, извините. Будьте добры, подскажите, что приоритет? Всегда чешутся глаза, затираю так, что до боли. Благодарю заранее. Скорее всего, это клещ, который находится за веком. Вообще очень хорошо помогает использование антибиотика или капли с антибиотиком резистентным к такому заболеванию. Это левофлоксациновые капли. Левофлоксациновые. Левок. Капли левок. Или левофлок, там как-нибудь вот так. Найдите капли в интернете, где есть действующее вещество левофлоксацин. Закапывайте глаза, очень-очень рекомендую. Как поддержать, Андрей Андреевич, как помочь ребенку, нет желания учиться 2 класс? У детей не должно быть желания учиться. Я считаю, что эти дети очень умны, в отличие от нас, тех людей, которые учились в советское время. Почему? Дело в том, что мы в советском времени были все уравнены. То есть у нас не было желания одеваться лучше или одеваться хуже. У нас более-менее все одинаково одевались. Не было такого разрыва по заработной плате у наших родителей. И как-то более-менее усредненная масса была в этих школах. Также учителя были выходцами из этой усредненной массы и на первое место ставили все-таки получение знаний или получение идеологических знаний, которые давал социалистический социум. Почему сейчас у них нет желания учиться? А сами представьте, приходит к тебе человек, который является твоим учителем, который имеет очень низкую заработную плату раз, плохое самочувствие 2, плохую одежду 3, плохой запах от тела 4, в плохом кабинете 5. Почему в плохом кабинете? Дальше разрыв детей, которые... Дети богатых родителей, дети бедных родителей. Этот разрыв заметен в этих школах? Хотите, я вам скажу? Конечно. И после этого вы хотите, чтобы ребенка учил неудачник? Нет, я сейчас не оскорбляю людей, которые в школе преподают. Но я считаю, что это проблема социума, когда социум не видит, что дети не хотят учиться, потому что учитель должен быть примером для этого ребенка. Но не только примером знания своего предмета, а примером толерантности, примером, наверное, состоятельности, примером... А когда преподаватель приходит там с бадуна, приходит с плохим запахом, немытый. Обычно так и происходит. Почему? Маленькая заработная плата, а одежду не получается покупать. Когда мужчина преподаватель, то у него, естественно, будут постоянно проблемы в семье, так как семья с таким доходом постоянно недополучает. И после этого очень мало женщин, которые могут понимать и толерантно к этому относиться. И в этом появляются вот такие проблемы. Естественно, а что же делать, чтобы ребенок хорошо учился? Вопрос, зачем? Не, серьезно, зачем ему хорошо учиться? Вы что, не знаете сейчас, что после того, когда они хорошо учатся и даже хорошо заканчивают институты, они не могут хорошо устроиться на работу? Почему?
Потому что, как говорил господин Макаренко, он тогда был товарищем, система или образовательные программы должны максимально создать условия комфортного проживания человека в его социуме. А теперь скажите, они после институтов или школ готовы к тому, чтобы комфортно проживать в своем социуме? Тогда нужно ли пересмотреть сами программы или обучающие программы? А тогда что они должны изучать? Они должны изучать законы, бухгалтерский учет, они должны понимать, что такое предпринимательская деятельность и так далее. То есть эти люди, они должны быть социологически или социально не реабилитированные, а, наверное, социально, это должно давать им социальные возможности, то есть их образование должно создать их хорошие условия выживаемости в социологическом обществе, в том, в котором они собираются проживать. А сейчас институт закончил, школу закончил и никуда не может устроиться работать. Почему? Потому что они не состоялись, потому что то, что... Вот зачем создана была школа? Она должна подготовить человека к тому, чтобы он после школы мог работать. Почему ПТУ? После ПТУ может работать. Почему институт? После института может работать. То есть их должны приучать к тому, что они в социуме могут выживать или могут иметь свое место и так далее. А так у нас получается все наоборот. Он не хочет хорошо учиться, правильно и делает. Я бы сейчас тоже плохо учился. Болит плечо, не могу поднять руки, боль переходит уже при плече. Как быть? Не поднимать руку, пить препарат, который называется мелоксикам. Также прикладывать к плечу мочу утреннюю. Также нужно пойти, можно посмотреть 7 упражнений для позвоночника от Андрея Дуйко и делать вот эти упражнения. Здравствуйте. Тутус, осинкут и высших всяких похвал. Жалко, что была одна баночка. Ну, очень приятно. Дальше отвечаю на вопросы в тибетской формуле. Мне нравится ваше знание. Скажите, пожалуйста, в Россию заказывать ваши препараты будет доставка 100% без проблем? Вы не заказываете наши препараты у нас. Все наши препараты находятся на территории России, и мы отсылаем препараты компании «Тибетская формула», делая это с территории России, конкретно с города Тула и с города Москва. Также в дальнейшем на протяжении этого года откроются дополнительные офисы в городе Владивостоке. Насколько я знаю, сейчас есть у нас где-то в Казани, еще где-то есть. То есть у нас есть офисы, которые являются нашими офисами, то есть люди, которые работают в этих офисах, наши сотрудники компании «Тибетская формула», которые занимаются отправками. Поэтому, заказывая у нас на сайте, вы в итоге получите отправку не из Киева, а скорее всего из близко находящегося от вас логистического центра компании «Тибетская формула». Сильно опухает только левая нога. Чем и как помочь? В случае намажьте дитролексом. Намажьте дитролексом, ну, я так думаю, что это опухает из-за того, что там происходит тромботизация сосудов. Что можно попринимать? Препараты, которые, там, любые препараты, которые убирают тромботизацию сосудов. Андрей Андреевич, как лечить повышенное нижнее давление? Повышенное нижнее давление необходимо принимать препарат, который называется инфарктин. Женщине 85 лет, весь живот болит огнем, горит, плюс большая грыжа. Продиктуйте препараты для нее. Ой, боже мой. Только через фотографию. Давайте фотографию женщины, буду после этого назначать. Подскажите, как можно вылечить хронический бронхит? Очень часто воспаляется, чувствую все бронхи. Нужен препарат Демилон, бронхоспатин и туберсол. Также очень рекомендую канцерамидин по 1 чайной ложке 3 раза в день. Вы когда-то рассказали о покашливании. Что это, какой диагноз? Не могу найти этот семинар. Покашливание может быть заболеванием гастродуоденит, а также заболеванием бронхит, а также заболеванием ишемическая болезнь сердца и даже сердечная астма. Вы представляете? А это еще и может быть заболеванием автоиммунный тиреоидит, то есть заболевание щитовидной железы. Вот так. Поэтому покашливание это может все сразу. Подскажите, правильно ли пить каолин от язв 12-перстного кишечника? Да, правильно.
Базалиома уже 22 года, ого, возле глаза. Можно избавиться от нее без операции, размер 1 сантиметр. Можно использовать для того, чтобы избавиться, можно попробовать, вот так я скажу, избавиться от базалиомы. Может помочь наша мазь, которая называется изотоновая мазь. Смазывайте базалиому. Что может убрать последствия лицевого пареза с правой стороны? Прошло 5 лет, или это уже поздно? Нет, не поздно. Антипарезин и деципин. Это может убрать парез лицевой. Что попить из препаратов при старческих пятнах? Я рекомендую при старческих пятнах принимать железняк, смазывать старческие пятна препаратом мазью Насья, а также принимать препарат Тутус и препарат... Нет, не Тутус, а Молодила и Балодерма. Молодила и Балодерма. В России есть склад. Представитель Листратова Наталья Николаевна высылает препараты ТФ без накруток по ценам каталога ТФ в рублях. Доставка до Саратова 7 дней. Мне нравится. Да, в России есть склад Листратова Наталья Николаевна. Можете к ней обращаться. Она очень быстро помогает доставить препараты по всей территории России. Мы это делаем уже несколько лет. Кстати, большое спасибо Наталье Николаевне за это. Она это делает практически безвозмездно. Андрей Андреевич, подскажите препараты. У нас в Уфе офис открывается сейчас. Подскажите препараты Магнумцид 300, Сирантал, Апсантин можно принимать вместе? Да, эти препараты можно принимать совместно. Как помочь мужу при простатите? У нас есть препарат R-модулятор, препарат Аденамид и препарат Мускус. Повышенное нижнее давление, я сказал. Очень сложное заболевание. Очень сложное заболевание. Вы мне сейчас пишете, Андрей Андреевич, как можно вылечить энкопрессу ребенка, мальчик 10 лет, спасибо. Очень сложное заболевание, вообще недержание кала является заболеванием ригидности мышечной мускулатуры слепой кишки. И нужно вот эту слепую кишку, ее необходимо... Почему это происходит? Это происходит в случае появления тяжей или дивертикул в слепой кишке, а также это возникает в случае, если формируется цинга или формируется высокая кислотность крови. Чем можно это убрать? Ну, нужно начинать с кислотности крови. Чем можно убрать вообще кислотность крови? Сейчас много пишется о соде, я всегда улыбаюсь. Ну, я, насколько знаю, кислотность крови в медицине лечится препаратом кокарбоксилаза. То есть кокарбоксилазу ее внутримышечно колят. Дальше убрать вот эти пируваты или пируваткиназу, убрать вот эти пируваты можно при помощи липоевой кислоты. То есть есть вот эта система или круговорот, или обмен Крепса с пировиноградной кислотой, распадомолочной кислотой, пируватами всеми и так далее. Так вот, это все изучено, и это все можно изменить. То есть вот эту кислотность, которая возникает, можно убирать через функциональную деятельность или работу с поджелудочной железой. Как работает поджелудочная железа и что ей необходимо? Ей необходим витамин С, раз. То есть необходимо повысить содержание витамина С в крови. Второе, ей необходим КФС. Почему? Потому что там находится никотиновая кислота, а поджелудочная железа без никотиновой кислоты очень плохо работает. И третье, необходимо дать липоевую кислоту. Ну, можно и фолиевую кислоту. То есть необходимы кислоты, которые увеличивают деятельность поджелудочной железы. Липоевая кислота, фолиевая кислота, никотиновая кислота. Вот эти препараты, я сделаю такой препарат, там будет все эти три кислоты. Липоевая, никотиновая и еще и кокарбоксилазу сделаю. То есть можно будет это все делать, и сейчас это можно все приобрести в аптеке и принимать. Вообще
Самый лучший препарат медицинский, который снижает высокую кислотность крови, это все-таки кокарбоксилаза. Я считаю, что она недооценена, я считаю, что этот препарат уникален, я считаю, что этот препарат совершенно безопасен для человека. Но особенность кокарбоксилазы и липоевой кислоты заключается в том, что их бессмысленно принимать, если человек лежачий. Если нет кислорода, то есть если человек лежачий, ему бессмысленно колоть кокарбоксилазу. Этому человеку необходимо движение. При этом я могу сказать, не просто движение, а очень глубокие активные вдохи с большим количеством кислорода. То есть этого человека необходимо куда-то на чистый воздух, колоть кокарбоксилазой, давать липоевую кислоту, никотиновую кислоту в виде КФС препарата и заставлять этого человека дышать. Таким образом можно человека вытянуть из самых плохих состояний. Естественно, вернемся к недержанию кала у ребенка. Я считаю, что необходимо ребенку давать препарат нашей компании КФС. Далее необходимо давать препарат нашей компании фитоанабол. Дальше нужно давать препарат нашей компании презус монтесин. И убрать полностью глюкозу из рациона питания. Надо вот это отправить. Возьми, надо отправить тетеньке, Оксана знает. Там еще одна бутылка, надо отправить тетеньке. Оксана, ты знаешь, да, кому-то? Лечился на АСИ, гайморит. Как бонус исчезла пигментация на лице. Вот, видите, пигментация, темные пятна от АСИ уходят. Есть такое заболевание, называется папиллома вульгарис. Это красные, бахромчатые, такие похожие на велюр папилломы фиолетового, красного, бордового цвета на лице. С этим заболеванием рождаются, и, как правило, такой папилломатоз, он увеличивается со временем, и со временем лицо похоже на большую красную виноградную гроздь. Очень страшно смотрится это все. Так вот, у нас есть женщина, которая имеет инвалидность по данному заболеванию и болеет им всю свою жизнь. На протяжении из Казахстана, на протяжении 1,5 лет она использует мазь Насья, и у нее сейчас нет этих папиллом. То есть они у нее просто отсохли, поотпадали, кожа посветлела, и у нее лицо сейчас практически, на лице практически этих пятен не видно. Половины лица не было. Вот вам и история. Андрей Андреевич, у вашей Софии очень быстро выросли волосы. Это как так, подскажите? Угадайте. Спросите у нее. Высокое нижнее давление. Убрала сетка йода на область сердца. Мазала, год ушло давление, рассосались узлы в щитовидной железе. Я вообще считаю, что любое намазывание на теле йода очень полезно для человека. На уровне селезенки очищает кровь, на уровне печени очищает печень, лечит поджелудочную железу, на уровне поджелудочной железы лечит поджелудочную железу, на щитовидке худеет человек, задние части на уровне поясницы убирает мочеполовые инфекции, убирает аденому, у женщин кисты яичников, на уровне нижней части живота циститы, стопы, если мазать, правую стопу лечит печень, левую стопу лечит селезенку. Вы представляете, оказывается, все можно лечить. Йод одно из... Если мазать на уровень сердца, вот так, крестиками или сеточкой, то исчезают кардионеврозы, исчезают заболевания аритмии, очень быстро лечится гипертония. За год полностью исчезают заболевания, связанные с сердцем. Потрясающе. У меня была женщина, которая на опухоль, которая у нее была достаточно активная на груди, но не раскрывшаяся. То есть эта опухоль, она не прогрессировала. Кстати, недавно читал книгу Болотова, где он рекомендовал женщине прикладывать солевую повязку к онкологической опухоли груди. И после этого он описывает, и опухоль выстрелила, то есть появилось уплотнение, появился свищ, из него начал выходить гной, и, по его мнению, это открыло возможность улучшения или убирания этой опухоли. И он начал это говорить, что это для нас это достижение, это супер, а врачи все какашки.
Он ошибается. Дело в том, что проявление вот такого гниения и выгнивания опухоли является первым признаком того, что эту опухоль просто необходимо сразу же оперировать, удаляя всю грудную железу. Это в онкологии является одним из критериев по определению качества опухоли и определению ее реактивной способности. То есть, если она прошла наружу, а что соль сделала? Приложенная соль к опухоли дала ее увеличение микроциркуляции. За счет улучшения микроциркуляции, улучшения деятельности клеток увеличилось тоже. Что может затормозить увеличение опухоли и формирование опухолевидного процесса? Первое. Все должны понимать, что опухолевидный процесс – это всего лишь неправильное функционирование молочной кислоты и ее неделение и не превращение ее в пировиноградную кислоту и аромамасляную. Так вот, для того, чтобы это происходило, первое, что нужно сделать – убрать любую сладость. То есть все сладкое, что есть, необходимо убрать из рациона. При этом сладкое, да не сладкое. Что значит? Что я говорю? Такое сладкое, как сладкая фруктоза, которая находится в яблоке, можно, а вот то, что в меде, нельзя. А вот, допустим, шоколад категорически нельзя, варенье категорически нельзя. То есть там, где есть большое количество активных углеводов, вот таких, их кушать нельзя. Ни булочки, ни в булочках там пудры сахарной, ничего. То есть только натуральные сладости. Натуральные сладости – это там изюм, курага, это вишня сушеная, клюква сушеная. Вы знаете, если хочется сладкого, то можно такое. Там нельзя халвы, шоколада, там, варенья, меда. То есть, если у человека онкологическое заболевание, то это улучшение. Или чем можно убирать наличие молочной кислоты? Первое, хлорофиллы, они очень активно уменьшают количество молочной кислоты в организме. Дальше, белки, как ни странно, но эти белки, они должны быть обязательно с трансферами. Дальше, из таких белков очень рекомендую, допустим, наш препарат Energy Life. Дальше активация деятельности поджелудочной железы. Поджелудочная железа, именно она очень активно борется с онкологическими новообразованиями. Это препараты Панкрисорб, КФС, липоевая кислота. Мы ее не продаем, можно в аптеке купить. Уменьшение кислотности крови. Кокарбоксилаза, причем кокарбоксилаза, которую продают для инъекций, можно смело принимать для употребления ее просто в сухом виде, не нужно ни с чем смешивать, она великолепно усваивается в желудочно-кишечном тракте, достаточно дешевая. Рибонуклеиновая кислота сейчас продается в аптеках. Она очень помогает уменьшить. А еще свежее дыхание, то есть активное дыхание, при этом без бега. То есть человек садится и начинает просто активно сидя дышать где-нибудь там в холодном или теплом месте, но обязательно он это должен делать. Вот такое активное дыхание увеличивает или активирует расщепление дополнительной молочной кислоты. Липоевая кислота, как карбоксилаза, активное дыхание. Это хлорофилл, препарат Хаббл, изотон. Это может все убрать данные проблемы. Гниение происходит в организме. При гниении лизоцим. Маточное молочко. Пропила 3 курса препаратов ТФ, каолин, хлорофилл, панкрисорб. У меня язвенный колит, улучшения нет. Сколько курсов? Если у вас язвенный колит, то необходимо убрать сейчас хлорофилл, панкрисорб и начать принимать здоровый желудок, железняк и гастропротектор. Здоровый желудок, железняк и гастропротектор. У мужа уже 5-й день давление 140 на 80 и кружится голова. Что это может быть? Нормальное давление человека 130 на 70. Поэтому, если у мужа поднялось на 140 и 80, это говорит о том, что у него несложная, но гипертония. Чем можно убрать гипертонию? Самый простой препарат для лечения гипертонии – это митопролол, бисопролол. Ну, вот такую гипертонию можно убрать препаратом, одной таблеткой ENAP-H. Опоясывающий герпес, препарат Вертебралис, препарат Германии, а также препарат ГВИ, Сурактам. И смазывать опоясывающий герпес
насией кремом. Старческие пятна на лице смазывать насия. При хроническом архите яичка я рекомендую использовать не препараты нашей компании, а просто вот такой состав. Берете обыкновенный мускатный орех, делаете из него порошок и принимаете 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Очень важно, что спросили, все равно какой йод. Действительно, йод бывает 8% и 6%, а также люголь. Это 3% йод, насколько я знаю, растворенный в глицерине. Так вот, я рекомендую использовать 3% с низким содержанием йода, чем 9%. Дело в том, что 9% раствор йода может быть для человека гистологически опасным, потому что может производить или приводить к ожогу. Поэтому аккуратно с таким йодом. Жировая печень, препарат Тантал и препарат Гепафит. Битулин еще можно. Я могу сказать, что я поклонник препарата битулин. Мне он очень нравится. Чем он мне нравится? От битулина появляется ощущение здорового тела. То есть ничего нигде не болит, тело функционирует, омоложение происходит. Совсем перестаешь себя чувствовать как старый человек. Все функционирует быстро, худеешь на фоне битулина, молодеешь на фоне битулина, все работает исправно, сон нормализуется. Вообще один из самых лучших препаратов. Да-да, правильно Таня пишет. Главное в нанесении йодной сетки рисовать именно сетку, ни в коем случае не мазать сплошь. Да-да, сплошь мазать не нужно, потому что может быть ожог, а также такой ожог с поражением кожи. Очень-очень опасно. Беспокоит сердцебиение в горле и солнечном сплетении, которое происходит в лежачем положении без физических нагрузок. Пропила КФС. Нужно обязательно попить комплекс амин, йод, селен, а также пропить НС-карт. И все, и не будет. Мочевая кислота 400. Что делать? Принимать манкулит. Он уберет мочевую кислоту. И дипоксал. Псориаз у женщины. Она кормит ребенка. А что это за спешка? Псориаз, и что? У нее он был во время беременности и после беременности, и сейчас во время кормления. Надо же, до кормления и вынашивания никто не обращал внимания. На протяжении жизни не обращал никто внимания на то, что псориаз у нее есть. А сейчас кормит, у нее псориаз, давайте бегом лечить. Давайте сделаем так, пусть она докормит, а потом будет лечить псориаз, потому что другого такого процесса не будет. Конечно же, я понимаю, что я где-то становлюсь жестоким. Знаете, медицина, ничего сделать нельзя. Андрей Андреевич, как целлюлит даже у худых? А у нас есть антицеллюлитный крем, да, Оксана? Да. Антицеллюлитный крем. Вот можно лечить целлюлит антицеллюлитным кремом, он очень хорошо убирает целлюлит. Дальше в нашей компании есть препарат такой, который может убрать целлюлит. Это препарат КФС. КФС убирает целлюлит, КФС лучше принимать с апирабином. Есть минус приема КФС. Во время приема этого препарата у человека обычно появляется температура на коже, а также ярко выраженные аллергические реакции. Не стоит их бояться, это хорошо. Как избавиться от зудящих розовых пятен на коже? Смазывают домашним яблочным уксусом, не проходит ненадолго. Замучила. На ребенке не переносится. Подскажите, пожалуйста, что можно делать? Я сейчас скажу, будете смеяться. Нужно каждый день, 3 раза в день съедать достаточно большой кусочек красной рыбы. Вот если съедать достаточно большой кусочек красной рыбы, эти пятна пройдут. Также такие красные зудящие пятна есть признаком, никогда не догадайтесь, анемии. И нужно обращать внимание на то, сколько вы едите. Поэтому их нужно лечить еще путем увеличения гемоглобина. То есть необходимо там грецкие орехи кушать. Дальше яблоки красные. Почему красные яблоки? Там железо, железосодержащие препараты. Печень трески, печень говяжью и так далее. Вот такой у нас получился великолепный вебинар сегодня. Хочу еще раз сказать, меня зовут Андрей Дуйко. В случае, если вам понравился вебинар, буду очень признателен за его распространение. Сейчас, когда вебинар закончится, вы можете нажать на видео и сохранить это видео или добавить себе на свой канал YouTube.
а также распространить или расширить на своих каналах Facebook, ВКонтакте и так далее, в Одноклассниках, так как, возможно, те вопросы, которые вы задаете, могут быть полезны еще большому количеству людей. Есть очень хорошая песня, ее пели в мультике «Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется». Поэтому давайте поделимся с близкими возможностью быть здоровыми, молодыми, красивыми, а не только богатыми, успешными и так далее. Поэтому давайте все-таки попробуем быть еще и здоровыми. Как известно, деньги можно заработать, а здоровье вот не купишь. Тем не менее, могу сказать, что здоровье человека можно купить, оно находится в его руках. Еще хочу сказать, что профилактировать заболевания во многом это гораздо легче и дешевле, чем в дальнейшем лечить такие заболевания. Именно поэтому я часто очень возмущаюсь и говорю, давайте профилактировать, давайте вести здоровый образ жизни, который обозначает, не стоит на ночь кушать жирное, жирное нужно кушать утром, не стоит вообще особо жирное кушать, не стоит объедаться на ночь, нужно завязывать с алкоголем, нужно завязывать с бессонницами, нужно отдыхать, ну и так далее. Все имеет значение. Что важнее, там, моя работа или моя психическая деятельность? Важно и то, и то. Что важнее, быть спокойным или раздражаться в семье? Важно и то, и то. Друзья мои, у нас одна особенность. Мы все равно эту жизнь проживем от начала до конца. Только выбор за нами. Прожить ее все-таки, обращая внимание на свое здоровье, или махнуть рукой и в погоне за длинным рублем все равно вернуться к тому, что называется «чем же мне лечиться?». И вот в дальнейшем я всегда говорил такие слова. Человек как бы ни жил, он все равно к врачу придет. Как бы ни жил. То есть это необходимость. Дело только времени. Дело только времени. Только времени, потому что если не болит в 50, заболит в 60. Если в 60, не болит в 70. И дело только времени, когда человек к врачу придет. Поэтому к врачу придут обязательно. Хочу закончить это шуткой про медицину. Это высказывание, их в последнее время коллекционирую и сам сочиняю. Вот высказывание такое, оно звучит так: тяжело в лечении, легко в раю. Поэтому обычно тяжело лечение, легко в раю – это то, что дает нам наша медицина. То есть нас тяжело лечат для того, чтобы нам потом легче было в раю жить. Я могу сказать, что профилактировать препаратами компании «Тибетская формула» ряд заболеваний гораздо легче, чем лечить их. Наверное, очень успешные есть такие препараты, допустим, НС-карт легче профилактировать аритмию, чем лечить аритмию потом годами в кардиологии. И вот то лечение, которое вы получите в кардиологии, может быть уже смертельным. Лечить заболевание панкреатита легче препаратом панкресорб компании «Тибетская формула», чем в дальнейшем лечить панкреатит на стационаре, и потом уже его в дальнейшем не вылечишь. Вы понимаете, есть ряд препаратов в нашей компании, и этими препаратами легче лечить. Естественно, отвечу на вопрос. Чем же отличается наша компания от компаний подобных, которые есть на территории мира? Наша компания отличается тем, что наши препараты, они имеют локальное воздействие, а не общее, как это распространено во многих компаниях. То есть у меня болит желудок, кушай здоровый желудок. У меня болит 12-перстный кишечник, кушай гастропротектор, он лечит 12-перстный кишечник. У меня болит поджелудочная, кушай панкресорб. То есть это локальные препараты, созданные с целью профилактики данных заболеваний. Как же в других компаниях? Ну, у меня болит поджелудочная железа. Вот вам помогут антиоксиданты, коготь тигра, там коготь, там еще чей-то, там джуманджи, мочанча и так далее. И после этого начинается, ну, непонятно, что лечим, непонятно чем и непонятно, на что воздействуем. И после этого, знаете, мне очень часто улыбает, ну и, наверное, улыбаюсь часто от того, что читаю информацию о том, что появился препарат, который лечит там 90% всех заболеваний. Ну, такого не бывает. Не бывает. Не бывает препаратов, которые лечат все и сразу. Не бывает ни антиоксидантов, которые лечат. Дело в том, что такого препарата не бывает, а если бы был, то мы бы его не получили. Почему? Потому что препарат, который лечит все, вне конкуренции становится, и распространять его не нужно. Один раз узнав о нем, в дальнейшем люди охотятся о нем, и за ним, и в дальнейшем продавать его или делать ему особую рекламу нет никакого смысла.
Естественно, могу сказать, что очень рекламируемые препараты, как правило, еще и очень плохие. Также могу сказать, что делая исследования все-таки такого бизнеса на территории Украины и России, могу сказать, что есть такие препараты, которые необходимо запрещать к распространению в наших странах, а также могу сказать, что они являются опасными, цитотоксичными, нехорошими. Среди таких препаратов это препараты кардицепса, это препараты с редкими растениями, произрастающими на территории Латинской Америки, знаете, Китайской Народной Республики. Также могу сказать, что очень часто наносят непоправимый урон эти препараты других компаний. Почему? Потому что после них женщины болеют. Доказательства. Давайте вспомним препараты ЛИДА. От этих препаратов умерло несколько сотен тысяч человек. Компания Тяньши, которая завозила эти препараты, не ответила за то, что данные препараты были широко рекламируемые и продаваемые этой компанией. Ну и так далее. Заметили, много же таких препаратов были. ЛИДА, Дали и так далее. Сейчас это все происходит. То есть до сих пор существуют такие препараты, которые токсически опасны, которые это ж как дрожжи. То есть пока дрожжи сухие в пакетике, они никак себя не проявляют. Но после этого, если дрожжи насыпать в наше тело, они начнут бродить, создавать процессы разрастания и так далее. То есть это как дрожжи. То есть отдают в сухом виде, и после этого в сухом виде видят только дрожжи, они не активны. Но когда человек употребляет, они начинают разрастаться. Так же было с препаратами ЛИДА. В свое время препараты ЛИДА, женщины, которые принимали длительное время, больше 1 или 2 лет препараты ЛИДА, сейчас на сегодняшний день в большинстве их имеют рассеянный склероз. И есть даже такие гипотезы, доказательные гипотезы, которые исследовали женщин, которые по 5-6 лет принимали препараты ЛИДы и сейчас имеют яркие выраженные патологии коры головного мозга, рассеянный склероз, заболевания, деменция, Паркинсона, и так далее. Ну и кому это нужно было? Похудели, что ли? Ну что, я желаю вам успеха, здоровья. До свидания. С вами был президент компании «Тибетская формула» Андрей Андреевич Дуйко. Я уезжаю, буду находиться сейчас за границей и начну принимать людей с 1 марта. До свидания. Завтра у нас будет ИРТЕ. ИРТЕ будет посвящен бросанию или избавлению от плохих привычек. Необходимо положить во время этого ИРТЕ фотографии близких или самому посидеть. Это я буду проводить специальный обряд бесплатно. Все, с вами был Андрей Дуйко. До свидания.